Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем наш третий заключительный тур хоккейного турнира Steel Challenge среди юношей 2011 года рождения. И сегодня в третьем заключительном игровом дне встречаются две команды. Команда «Молот» и команда «Челны». Команда «Молот» представляет город Пермь. Они играют сегодня у нас в темной форме, а команда «Челны» играет традиционно в желтой форме. Представляет город Набережные Челны. Ну что ж, и была первая атака уже на ворота команды «Молот». И, как всегда, вратарь Карбонари Леонардо отлично справился с этой задачей. Но один из лучших вратарей этого турнира, ну, по крайней мере, именно он как раз-таки и признавался лучшим игроком в одном из матчей. Но вот сейчас одна из атак привела к тому, что Челны открывают счет. Достаточно очень быстро произошло это на 40-й секунде. И 99-й номер Галиулин Самат становится автором первой заброшенной шайбы в этом матче. Да, Шарифулин Данис поучаствовал в этой заброшенной шайбе, и Галиулин Самат, ну, кстати, он уже отличался в предыдущих матчах, и еще и капитаном команды у нас является. Ну и как раз таки есть возможность сейчас представить играющие составы. Итак, команда «Челны». В воротах Антонов Артемий под номером 1. Еще один опасный момент, и там уже вратарь сыграл безукоризненно. Далее в запасе вратарь Созинов Илья, Гайнанов Карим, 5-й Хузин Саид, 8-й номер Гафиатуллин Денис, 9-й номер Иманбаев Роберт, 10-й номер Кашапов Тимур, 14-й Валеев Марсель, 16-й Комиссаров Иван, 25-й номер Шамсин Марат, 27-й номер Зарипов Дамир, 30-й номер Шарифулин Данис, 55-й Шарафуддинов Эльман, 75-й номер Хазрятов Демид, 81-й номер Болсуновский Кирилл, 90-й номер Осипов Альберт, Галиулин Самат под номером 99 и под номером 56 Мирзагитов Амир. Главный тренер Надршин Нияз Альбертович. 2 минуты уже позади, счет по-прежнему 1-0. И в атаке продолжают челнинцы находиться. Но вот сейчас очередной перехват, и уже в контратаку убегают игроки «Молота». Попытаются они тут сейчас закрепиться и попробовать что-нибудь предпринять у ворот Артемия Антонова. Ну и вот еще очередная атака. Пока что преимущество здесь небольшое в самом начале матча имеют игроки команды «Челны». Больше они атакуют, опасных моментов, но в очередной раз спасает вратарь Карбонари Леонардо по номерам 13. Ну вот и как раз таки и перейдем к составам команды «Молот». Второй запасной вратарь Шестаков Матвей под номером 27. Далее 4-й номер Пономарев Марк, 14-й номер Котельников Егор, 28-й номер Кузин Григорий, 33-й Губерт Александр, 37-й номер Шаламов Арсений, 91-й номер Медников Егор, 7-й номер Парфенов Гордей, 12-й Острянский Владислав, 18-й номер Путилов Михаил, 22-й номер Долгов Антон, 31-й номер Новоселов Иван, 35-й Зимерев Вадим, 45-й Никитин Валерий, 68-й номер Кокарев Федор, 79-й номер Селихин Максим. И главный тренер Власов Александр Васильевич. Вбрасывание в зоне игроков «Молота». Инициативой здесь владеют игроки «Челны». Пытаются бросить снова по воротам. И снова
отлично играет в воротах Карбонари Леонардо. Ну, какое турнирное положение сейчас на данный момент после 2 игровых дней? Это у нас 5-й уже заключительный тур, получается, после 4 прошедших игр. Сейчас на данный момент первое место занимает команда Ишталь. У них 100% результат, 12 очков, 20 шайб заброшено, 13 пропущено. Далее Нефтехимик, 9 очков, здесь у них 16 шайб заброшено, 8 пропущено. Далее на 3-м месте также с 9 очками команда Тюменский Легион. 36 заброшено, 8 также пропущено. Далее команда Челны на 4-м месте. 3 очка, 7 заброшенных и 24 пропущенных. На 5-м месте Сокол. 3 очка, 9 заброшено и 19 пропущено. И замыкает турнирную нашу таблицу команда Молот. В активе пока что 0 очков, 11 шайб заброшено, 27 пропущено. Ну, в принципе, сегодня как раз-таки тот матч, когда есть возможность попробовать уже не смотреть на турнирную таблицу, играть в свое удовольствие и таким образом попробовать сегодня выиграть в этом матче. Ну, насколько будут согласны игроки из хоккейного клуба Челны, посмотрим. Еще впереди практически полноценных 3 периода, даже несмотря на то, что 4 минуты уже у нас позади. Как же прошли последние матчи этих 2 команд? Команда Челны встречался вчера в завершающем игровом дне с командой Ишталь. Там счет 5-3 в пользу команды Ишталь. А команда Челны, команда Молота встречалась как раз-таки перед этой встречей с командой Сокол из Новочебоксарска. И там был зафиксирован точно такой же счет. И 3-5 проиграла команда Молот. И так что теперь 2 команды нацелены на победу и будут стараться порадовать своих болельщиков. Ну, даже несмотря на столь раннее время, матч начался у нас с вами в 8 утра по московскому времени. Смотрим достаточно бодрый, динамичный хоккей. И вот сейчас очень опасно атаковали игроки Молота. 12-й номер там сейчас приложился, Острянский Владислав. Оставили его там одного, но отлично стоит в воротах у нас Антонов Артемий. Ну и все, и пошла контратака теперь уже со стороны команды Челны. Стараются ребята сейчас закрепить свой успех. И как раз-таки 8-й номер сейчас бросал по воротам. Это Гафиатуллин Денис. Но вратарь парировал. Сегодня у нас с вами ожидаются еще 2 встречи. В 9:30 будут встречаться Нефтехимик и Сокол. И замыкать сегодняшний игровой день в 11 утра будет команда Ишталь и Тюменский Легион. Далее у нас с вами будет по расписанию закрытие этого турнира, где будут награждены все победители этого турнира, а также мы узнаем, кто станет обладателем лучшего игрока, вратаря, защитника и так далее. Шесть с половиной минут уже позади, счет по-прежнему 1-0. Вот, ну, в принципе, частенько такое на турнире бывало, когда забрасывается более ранняя шайба, где-то примерно в первых. Ну, вот дали сейчас возможность на добивание игрокам из хоккейного клуба Челны, потому что был дальний бросок, и Леонардо Карбонари
парировал эту шайбу, но первым успели туда как раз-таки игроки из Челнов. И пришлось там еще раз потрудиться вратарю хоккейного клуба «Молот». Но вот есть небольшое преимущество у Челнов. Больше они владеют шайбой, больше у них возможностей для атак и более опасно атакуют именно эти ребята. Вот как сейчас, допустим, в ближний угол там бросали, но в очередной раз вратарь парировал эту шайбу. И вся борьба сейчас там вот уже за воротами. Ну вот прострел был сейчас на непосредственно ворота. Там пытаются зафиксировать, небольшая куча мала в итоге. И судья останавливает эту встречу. Есть возможность сейчас сменить очередные пятерки. Для того более свежие силы выходят на реализацию своих моментов. Но пока что команда «Молот» мужественно сражается в своей зоне. Не могут пока не выйти из своей зоны. Стараются они это сделать, но, по крайней мере, надеюсь, что сейчас у них это получится. Но нет, так не считают игроки команды «Челны». И таким образом будут сейчас по новой искать шансы для того, чтобы попробовать реализовать свой момент. Но что такое? Фиксирует сейчас взятие ворот рефери. Давайте посмотрим, как это было. Ну, тут бросили, тут еще один бросок. И кто же там был автор, скорее всего, второй номер, Гайнанов Карим. Посмотрим, на кого будет сейчас засчитана эта шайба. Ну, на добивание мне показалось, что это был именно этот молодой человек. Да, так и есть. Вторую шайбу Гайнанов Карим забрасывает. И снова и снова там 30-й номер Шерифулин Денис ассистирует в заброшенных шайбах. Он и, собственно говоря, и в первой шайбе тоже поучаствовал. Много опасных моментов создают челнинцы у ворот «Молота». И, собственно говоря, это имеет свои плоды. Ребята уже забросили 2 шайбы, но здесь будет сейчас удаление. Ох ты, еще и по инерции в судью попал игрок команды «Челны». И теперь есть у команды «Молот» возможность попробовать отыграться и сократить отставание в счете. Сыграют буквально минуту сейчас игроки «Молота». Здесь они расположились как раз-таки в зоне сейчас. И, кстати, вот еще одна рука поднята у судьи. Будет еще одно удаление. И удаление снова у команды «Челны». Но вот это уже становится интересно. Да, номер 75-й Хазрятов Демид отправляется на скамейку штрафников. И теперь команда «Молот» еще больше шансов появляется для того, чтобы попробовать реализовать это большинство. Тем более, что 5-3 они это делают, но нужно быстрее немножко думать, быстрее нужно сейчас стараться разыграть эту шайбу, потому что время неумолимо убегает вперед. И уже подсказывают зрители, что давайте бросайте. Еще один бросок по воротам, еще бросок. Штурм сейчас устроили игроки
команды Молота, но, к сожалению, пока не получается у них это сделать. И сейчас уже выйдет один игрок у команды Челны. Смогли челнинцы отстоять тот самый штурм, который был совсем недавно на ворота Антонова Артемия. Но вот еще есть совсем немножко времени. А можно сказать, что его уже и нет. И команды играют в полных составах. Да, сейчас вот был шанс для того, чтобы команде Молот попытаться сократить отставание в счете. К сожалению, пока этого им не удалось сделать. Тем временем 10 минут уже позади. Счет по-прежнему 2-0. Теряется сейчас шайба там где-то в ногах судьи, и поэтому возможности сейчас развить полноценную атаку команды Челны не получилось, и теперь вся борьба там в центральной зоне. Прижали к борту сейчас шайбу, пытаются ее выцарпать, и здесь более удачливыми оказались в начале команды Молот. Но затем подхватили шайбу челнинцы, и уже они в атаке, и находятся сейчас непосредственно в зоне игроков Молота. Но все теперь сейчас поменялось совсем наоборот. Тут же пытаются бросить поворотом, используют абсолютно любой шанс для того, чтобы сразу пытаться набросить туда к воротам шайбу, для того, чтобы попытаться на отскоках или еще как-нибудь попробовать переправить непосредственно эту шайбу в ворота. Еще один дальний бросок по воротам Карбонари Леонардо. Ну, сейчас игра так немножко подуспокоилась, забросили две шайбы челнинцы, ну и продолжается такая рабочий такой хоккей, много борьбы. Пытаются каким-то образом найти все варианты для того, чтобы попробовать еще свои шансы на успех испытать у ворот команды Молот. Но пока что, повторюсь, идет много такой позиционной борьбы. Пытаются ребята, конечно, комбинировать, как сейчас вот неплохо у них это получается. Ищут там партнерами второй номер, как раз Гайнанов Карим, автор второй заброшенной шайбы. И уже там на пятаке готовы были ребята подставить клюшку, но клюшка не дошла, как и сейчас. Защитники вовремя подставляют свои клюшки и тем самым пресекают все попытки челнинцев попробовать исправить счет на табло. Ну что ж, у нас с вами положение вне игры. Достаточно часто встречается в детском хоккее, но это ничего страшного, эти элементы, конечно же, все отрабатываются, и просто мы понимаем, насколько огромное желание сейчас у команды Молот что-то изменить в этой встрече. Есть еще у них пару минут это сделать в первом периоде для того, чтобы более спокойно уже уходить на второй период. Ну что ж, пошла контратака очередная у команды Молот. Зашли они в зону Челнов. Попытаются сейчас сразу же сходу бросить. Из-под защитника сейчас это делал 79-й номер Телехин Максим. Но пока что рядышком со штангой пролетела эта шайба. Я думаю, что представится еще возможность такая ребятам отличиться. Но вот еще сейчас одно положение вне игры было сейчас зафиксировано. И
Вбрасывание будет здесь в центральной зоне. Остается уже минута у нас до окончания первого периода. Ну, если подвести небольшой итог этого периода, то с небольшим преимуществом прошел этот первый период команды Челны и изобиловал множеством борьбы. Ну и вот эти вот атаки команды из Набережных Челнов вылилось в то, что сейчас на табло 2-0 в пользу ребят из хоккейного клуба Челны. Но если мы как раз с вами посмотрим на онлайн-таблицу, то даже если бы, допустим, так и матч и закончился, то ребята наберут 3 очка, и в их активе уже будет 6 очков. Но пока что передохнем мы с вами буквально пару минут. Посмотрим, как выступают фигуристы, и вернемся в период номер 2.
Ну что ж, стартовал у нас с вами второй период. Счет по-прежнему 2-0. И все две шайбы были заброшены в первом периоде. Как раз таки буквально там на 40-й секунде отличился у нас Галиуллин Самат под номером 99, капитан команды. А далее уже буквально спустя там 8-9 минут сделал счет 2-0 Гайнанов Карим под номером 2. Посмотрим, как будет развиваться этот второй период. Обычно так получается, что на первый период команды раскачиваются, и все события проходят именно во втором и третьем периоде. Много таких вот встреч у нас уже было по ходу этого турнира, когда, в принципе, первые два периода проходили более в таком спокойном темпе, а потом уже третий период изобиловал на очень такие яркие события и с удалениями, и с остановками игры, и с заброшенными шайбами. Ну, в общем, все как положено в хоккее. Посмотрим, как будут здесь складываться дальше события. Ну, по крайней мере, продолжает сейчас команда Челны опасно атаковать поворотом. То есть небольшой вираж сейчас закладывают игроки. Как раз Комиссаров Иван, это был под номером 16. И сразу же пытаются бросить поворотом. Используют, конечно же, любую возможность это сделать. Потому что понимают, что счет 2-0 это, ну, не тот, наверное, результат, который будет удовлетворять, допустим, команду Челны. Потому что и были тоже такие моменты на этом турнире, когда буквально за 1 минуту забрасывались 2 шайбы, и все переворачивалось уже в другую сторону. Ну, конечно же, Молот, понимая, как сейчас самоотверженно стоит в воротах Карбонари Леонардо, должен обязательно помочь своим ребятам встрепенуться, показывая хорошую игру и, воодушевившись, попробовать предпринять атаки на ворота Челны. Вот сейчас как раз-таки 12-й номер убегает в контратаку. Острянский Владислав. Но, к сожалению, никто не смог поддержать его порыв. И поэтому сейчас уже обратная контратака со стороны команды Челны. Судья там уже в который раз продолжает заботливо поправлять джерси игрокам. Сейчас это сделали как раз-таки Галиуллину Самату на точке вбрасывания. Это очень выглядит, как говорится, мимимишно. Немножко прижали сейчас к воротам команда Молот, и поэтому у команды Челнов есть возможность для того, чтобы раскататься по зоне как раз-таки пермяков, и возможность для того, чтобы прицельно и опасно атаковать. Но вот сейчас попытались вывести шайбу за пределы своей зоны игроки Молота, и, собственно говоря, у них это получилось, и теперь попытаются они там контратаковать непосредственно уже в зоне игроков Челны. Но пока что челнинцы хорошо справляются с этой задачей, не дают возможности это сделать игрокам Молота. Контролируют они эту шайбу там у себя за пределами, если только какая-нибудь вот ошибка не произойдет и не создадут сейчас опасный момент игроки Молота. Ну что ж, удалось сейчас пермякам немножко зацепиться. Попробуют сейчас бросить сразу же поворотом. Острянский это делает. И прямо как раз-таки в ловушку Артемия Антонова. Ну, по крайней мере, сейчас появилась такая возможность, во-первых, и бросить поворотом, и сделать попытки для того, чтобы проверить вратаря.
вратарь оказался на высоте, и теперь уже ответная атака у команды Челны. Ну, вот так вот и получается, что находясь в атаках то одна, то другая команда, но в зависимости от того, у кого-то получается более остро атаковать, у кого-то менее. Еще один заброс на ворота, еще одна борьба там за воротами, и сейчас выискивают как раз-таки партнеры Челны, кому же можно дать пас, но 81 номер Болсуновский Кирилл, оценив ситуацию, решил сам бросить по воротам и в очередной раз выше всяких похвал в воротах сыграл Карбонари Леонардо. Почти 5 минут позади у нас уже во втором периоде, ну и можно говорить о том, что лучшими игроками по итогам 4 уже сыгранных матчей признавались вот как раз-таки у команды «Молот» 2 вратаря. И сейчас вот убегают 1 в 1. Давайте посмотрим, чем закончится этот эпизод. Бросок и... Нет, не удается сейчас Селихину Максиму, номеру 79. Здесь вот он обокрал как раз-таки игроков из Челны и убегал 1 на 1. Нужно было переигрывать, наверное, но, к сожалению, не получилось это сделать. И для вратаря не составило труда поймать ее в ловушку. Да, за голову только приходится сейчас хвататься игрокам Молота. Был сейчас 100% шанс для того, чтобы изменить счет в этом матче. Но теперь вот уже у нас непосредственно в атаке игроки из хоккейного клуба Челны. Ну, вот так вот примерно 5 минут была борьба, и неплохо сейчас получилось у команды Молота организовать эту атаку. Но я надеюсь, что шансы еще представятся этим ребятам, и они смогут попробовать изменить ход встречи в этом матче. Шесть минут позади, и как я уже говорил о том, что у нас лучшими игроками у Молота признавались 2 вратаря, Карбонари Леонардо и Шестаков Матвей, а также Путилов Михаил под номером 18 и Зимерев Вадим под номером 35. Это были вот лучшими игроками у команды Молот. У команды Челны признавались лучшими игроками также 2 вратаря, Антонов Артемий и Созинов Илья, а также Кашапов Тимур и Осипов Альберт. Не получилось сейчас шайбу отправить вне своей зоны игрокам Молота, поэтому приходится сейчас попробовать еще раз им это сделать. Они это сделали и попытаются сейчас сразу же бросить по воротам. Там теряется шайба где-то в воротах. Ох ты, как сейчас было опасно. Шайба прокатилась вдоль линии ворот. Но один буквально игрок Перми все сделал. Неплохо у них это получилось. Еще один бросок по воротам Карбонари исполнили игроки Челны. Ну вот поживее сейчас немножко игра пошла. Половина встречи позади. И заметно мы видим, как включили сейчас скорости команды. Если буквально полтора периода игроки только-только раскатывались, сейчас они уже включили скорости, и больше уже появляется опасных моментов. Ну, конечно, стараются сейчас и тренеры подбадривать своих ребят. Вот сейчас опасный момент был как раз-таки в исполнении 35-го номера Зимерева Вадима. Он бросал по воротам, и
будет сейчас у нас как раз-таки в этом эпизоде смена вратаря у команды Челны. И Созинов Илья, номер 22. Проведет последний отрезок времени. И также произошла смена вратаря и у команды «Молот». Шестаков Матвей под номером 27 защищает сейчас ворота пермяков. Ну да, если брать, допустим, вчерашние дни, то там непосредственно некоторые команды так и практиковали, что на полвстречи стоит один вратарь, полвстречи другой вратарь, а в некоторых моментах и было так, что стояли полностью по одной игре один вратарь, вторую игру второй вратарь стоял. Ну вот так, в принципе, было и у Молота. Сейчас есть такая возможность, тем более, что последняя игра, как раз таки задействовать сразу двух вратарей. Ну что ж, команда «Молот» сейчас будет играть в меньшинстве. Получил игрок удаление, и сейчас пытаются там игроки «Молота» во что бы то ни стало увести угрозу от своих ворот. Тем более, что, учитывая маленькое количество времени для штрафа, всего лишь 1 минуту, поэтому здесь челнинцам нужно предпринимать более активные действия для того, чтобы постараться попробовать еще и еще. Но вот сейчас неплохо получилось, попали они в штангу, и это послужило тому, что игроки Молота сейчас убегают вперед в контратаку. Кокарев Федор, там 68 номер сейчас на... И 10 минут уже позади у нас, и таким образом сейчас мы с вами можем наблюдать смену пятерок очередных. Время быстро, неумолимо бежит вперед. Стараются сейчас обе команды. Ну и чуть больше усилий нужно сейчас предпринимать именно команде «Молот» для того, чтобы попробовать изменить ход встречи. Но, по крайней мере, вспоминается матч, когда «Молот» играл с «Нефтехимиком» вчера. Ну, там примерно была такая же ситуация, когда вот здесь вот сейчас... Конечно, если бы был бы более расторопными игроки «Молота», потому что подскользнулся там игрок Челны, и чуть не получилось опасной атаки со стороны «Молота», если бы удалось эту шайбу зацепить. Так вот, да, была такая ситуация, когда также «Нефтехимик» потихонечку набирал очки, то есть... забросил одну, вторую, третью шайбу, счет был уже 3-0. И наступил как раз-таки третий период. И тогда забросил шайба «Молот» одну шайбу, затем получилось у них забросить вторую шайбу. Сейчас вот убегает практически 1 в 1 Острянский бросок. И нет, к сожалению, не получается у него сейчас снова огорчить вратаря. Был еще один второй, наверное, стопроцентный шанс для того, чтобы попробовать огорчить. Но теперь уже этот шанс представится для команды Челны. Но шайба уже ушла в сторону от ворот, и поэтому успели игроки «Молота» вернуться и будут сейчас
защищаться. Но, по крайней мере, в том эпизоде было очень опасно. И добавлю, что забросили одну шайбу, потом вторую шайбу, и уже не так все радужно было для команды нефтехимика в том матче, потому что уже тоже потихонечку вроде бы как расслабились, думали, что доведут уже этот матч до логического завершения, но нет. Поэтому еще ничего не ясно в этом матче. Вот как раз таки сейчас был еще один шанс, бросок поворотом, там очередная куча мала, поучаствовал там и Путилов Михаил у команды Молота, но всей командой сейчас защищали Челны, легли просто-напросто на эту шайбу, устроив кучу малу для того, чтобы эта шайба не закатилась в ворота. Ну что ж, остается уже практически 2 минуты до окончания второго периода. Ну, вообще, в принципе, встрепенулись обе команды во втором периоде. Команда Молот, кстати, начала более активно атаковать ворота Челны. Но было у них там пару моментов, но пока что удача на стороне именно команды в желтой форме. Но чуть больше времени сейчас проводят перемяки в зоне игроков. И вот сейчас один еще шанс еще был, я бы сказал, для того, чтобы подправлять уже пустые ворота. Прошла эта передача, но пока что, к сожалению, не получается реализовать свои моменты игрокам Молота. Чуть-чуть вот им не хватает в завершающих действиях. Но я думаю, что получается у них по нарастающей, и тем интереснее будет наблюдать третий период, как будет развиваться. Ну, по крайней мере, что-нибудь да придумают еще в заключительном втором периоде. 79-й номер Селихин Максим снова и снова сейчас старался пройти туда к воротам. И у нас очередное удаление за подножку сейчас будет. И 8-й номер у команды Челны отправляется сейчас Гафиатуллин Денис на скамейку штрафников. И это уже практически до конца второго периода. Там буквально на 8 секунд выйдет. Ну что ж, еще сейчас стараются устроить штурм уже под концовку второго периода игроки из Перми. Но вот выбрасывают эту шайбу, и пока что вот ребята до нее доедут, и пока попытаются они добраться снова до ворот Созинова Ильи, уже практически половина времени штрафного прошло у команды Челны, и там снова 18 номер Путилов Михаил старается организовать атаку. Расположились ребята сейчас в зоне игроков Челны, но передача не прошла, перехватили ее челнинцы, и теперь уже по новой придется себя что-то придумывать. Но уже времени-то как раз-таки и не хватит на повторную атаку. Но, во-первых, вышел уже игрок у команды Челны, и, во-вторых, остается 5 секунд, даже 4, на завершение второго периода. Ну, как говорится, все разборки у нас переходят во второй период. Но, как показал второй период, есть шансы на успех команде Челны, поэтому и Челнов, и Молота, обеим командам.
Так что тем интереснее мы будем наблюдать период номер 3. Ну а пока посмотрим, как радуют глаз наши маленькие юные фигуристы. Ну что ж, дорогие друзья, стартовал третий заключительный период между командами «Молот» и «Челны» в рамках ежегодного традиционного турнира Steel Challenge среди юношей 2011 года рождения. И все начинается здесь и сейчас, и теперь все в руках и в клюшках ребят «Молота» и «Челны». Именно эти две команды сейчас борются за 3 очка. Ну, если говорить про турнирную таблицу,
Если сейчас команда Челны так и победит в этом матче, то она наберет 6 очков. И я думаю, что она так и останется на 4-м месте, потому что команда «Сокол» тоже имеет 3 очка. И если она тоже победит в своем последнем матче, то не обгонит команду Челны, потому что очная встреча между этими двумя командами закончилась победой Челны со счетом 1-0. Но команде же «Молот» есть возможность также побороться и набрать свои первые 3 очка. Ну, по крайней мере, есть у них определенная эта мотивация, и неплохо они сейчас провели второй период, поэтому будут сейчас они стараться все предпринять для этого. Но кто же может сейчас, наверное, взять на себя эти лидерские качества у команды «Молот»? Но это те ребята, которые уже забрасывали шайбы, и поэтому они понимают и знают. И это чутье точно у них есть. Это и Путилов Михаил, как раз-таки 18 номер. Он уже несколько как раз-таки опасных моментов создавал уже в этом матче. 2 шайбы на его счету. Это Новоселов Иван под номером 31, тоже 2 шайбы на его счету. Также Зимерев Вадим под номером 35, Кокарев Федор, тоже по 2 шайбы. Ну, вот ребята, которые... Еще Губерт Александр у нас, защитник, 33 номер, отличился в одном из матчей. В воротах продолжает защищать у нас Шестаков Матвей под номером 27 у команды «Молот» и Созинов Илья под номером 22 у команды «Челны». Но если говорить про первые 2 периода, то в первом периоде как раз-таки более активно себя здесь проявляли игроки Челны. Больше они атаковали, больше у них возможностей было для этого. А уже во втором периоде более встрепенулись игроки «Молота». И поэтому более активно они провели второй отрезок этой встречи. И вот сейчас пытаются еще раз опасно атаковать. Ну, их пока что... Все атаки разбиваются о защиту команды Челны. Ну, если, в принципе, смотреть по тому календарю, как вообще прошли матчи, был у нас вот как раз-таки один матч, когда был сыгран на 0. Это как раз-таки в том матче, когда Челны играл с Соколом. И там они выиграли со счетом 1-0. И тогда вратари из команды Челны оставили свои ворота в неприкосновенности. Ну вот и как раз попробуем с вами создать несколько интриг на этот матч. Первая интрига — это закончится ли на 0 эта встреча. Ну и вторая интрига — это сможет ли Молот перевернуть ход событий и попробовать забросить одну шайбу, там того и гляди и еще. И перевести игру уже в послематчевые броски. Но пока что на этом турнире этого не было. Все матчи заканчивались в основное время. И тем интереснее будет. И поэтому сейчас
Очень опасно атаковали игроки Молота. Еще один бросок проверить вратаря Шестакова Матвея у команды Пермь. И стараются сейчас здесь Челны навязать сейчас борьбу игрокам Молота. Но вот получается пока что по сценарию первого периода этот в третий период идет у нас с вами. Также наблюдаем мы с вами много борьбы. Игра немножко подуспокоилась. И лишь, мне кажется, если какая-нибудь ошибка может возникнуть, ну или перехват, как вот были моменты как раз-таки стопроцентные у команды Молота, но парочку моментов точно, когда 1 на 1 выходили игроки Молота на рандеву с вратарем, но, к сожалению, не получалось там им переигрывать. Ну, по крайней мере, сейчас они точно это попробуют сделать. Если представится обязательно шанс, то попробуют обязательно им воспользоваться. Напомню, что команда Молот, она уже принимала участие в этих турнирах. Турнирует уже третий год, и в первом там уже 2019 году, когда первый раз стартовал этот турнир, Молот как раз-таки выиграл тот турнир, и практически у них там был стопроцентный показатель. Единственную встречу они проиграли команде «Нефтехимик» тогда по буллитам со счетом 6-5. Затем был небольшой перерыв в 2020 году по понятным причинам. И в прошлом году команда Молота заняла второе место в этом турнире. Ну, там аж 3 команды набрали 9 очков, в том числе и «Динамо Казань», и «Ишталь». И по лучшим показателям команда Молот стала обладателем второго места. Так что команда Молот — это у нас старожил и принимает участие каждый год в этом турнире. Но вот опасно сейчас атакуют челнинцы. Челнинцы у нас первый раз принимают участие в этом турнире. Ну, надеюсь, что для них тоже это станет добрая традиция. Ну вот, как отмечают у нас представители команды Молот, что сезон провели с переменным успехом. Ребята привлекались за 2010 год. Ну, несмотря на то, что они представляют 2011 год. Ну, а по регламенту допускаются такие возраста. Но если посмотреть сейчас, то в основном 2011 год есть только пару игроков, которые представляют 2012 год рождения. И вот сейчас попытаются как раз-таки игроки Молота что-то предпринять уже, потому что время незаметно так подкралось к 9 минутам. Еще один бросок. И вот только сейчас остановка у нас по времени. Но если говорить вообще про третий период, то еще раз повторю, что более спокойно он сейчас проходит, практически без каких-то либо остановок. Но понимают, что обе команды
большого, наверное, такого влияния на турнирную таблицу они уже не смогут повлиять. И поэтому играют сейчас в свое удовольствие обе команды. И у нас очередное удаление сейчас. Молот на 1 минуту отправляется на скамейку штрафников. И команда Челны, имея сейчас преимущество в одного игрока, будут пытаться, по крайней мере, упрочить свое лидерство в этом матче. Еще один бросок. Очень опасно сейчас было. Там несколько рикошетов, в том числе от вратаря. И уже казалось, что где-то, наверное, там в сетке сейчас будет эта шайба. Но нет, все рядышком. Но сейчас уже и опасный бросок был в исполнении Молота. 68-й номер Кукарев Федор бросал из-за ворот уже. И недостаточно это было опасным для команды Челны, для вратаря. Но это даже несмотря на то, что команда Молот играет в меньшинстве, играла. Вот только сейчас они уже играют в полном составе. И вот как раз-таки игрок, который отбывал штраф, немножко отдохнул и с новыми силами сейчас попытается организовать атаку. Но пока что вся борьба здесь, в центре. Ну, пытаются здесь войти в зону игроки Молота, пытаются там закрепиться. Но я говорю, что изобилуют сейчас в третий период по большей части борьбой такой. Шайба переходит то от одной команды, то к другой, поэтому очередное удаление будет еще у команды. Поднята рука судьи. И, к сожалению, если бы не было там отложенного удаления у команды Молота, то сейчас именно игрок из Перми убегал бы в отрыв уже навстречу с вратарем. И это как раз-таки был Селихин Максим под номером 79. Ну что ж, не успели как раз-таки еще поиграть в равных составах команды из Перми, как снова последовало удаление, и снова они сейчас будут играть в меньшинстве, и поэтому все в руках теперь команды Челны. Пытаться они сейчас будут снова и снова увеличить свое преимущество. А тем временем уже самого-то времени-то нет. Остается 3 минуты до конца этого периода и всего матча. И повторюсь, что если сейчас команды Челны и вообще, в принципе, матч так и закончится, наберут они 3 очка. И в их активе уже будет их 6. И они так и закрепятся на 4-м месте. Ну что ж, я думаю, это неплохой показатель для дебюта на этом турнире. И что самое интересное, 2 победы, которые, вот если так и закончится этот матч, 2 победы, которые будут у команды Челны. Если так и закончится матч, то они будут 2-0. Тоже очень интересный такой факт этого турнира.
Ну что ж, насколько позволит это сделать команда «Молот», сейчас мы посмотрим. В атаке именно эта команда. Бросок поворотом и гол! Вот так вот. Постарались сейчас под занавес этой встречи команда «Молот» что-то изменить. Это у них удается. 45-й номер Никитин Валерий становится обладателем первой заброшенной шайбы. Но, кстати, не отличался он еще в этом турнире. И теперь на последние 2 минутки-то у нас интересная борьба ждет. Посмотрим, будет ли снимать вратаря тренер команды «Молота». Для того, чтобы попробовать хотя бы зацепиться сейчас за ничью в основном составе. Но то, что футбольный счет в очередной раз мы с вами увидим, это однозначно. Но вот атакуют сейчас пермяки. Вратарь стоит в воротах. Его не меняют. Остается уже минута до окончания этого периода. Еще один бросок и гол! Вот так вот. Стоило только включить определенные скорости, как за 1 минуту до окончания этого матча, мне кажется, уже ставит точку в этом матче игроки хоккейного клуба «Челны». Да, Иван Комиссаров становится как раз-таки тем самым молодым человеком, который, скорее всего, наверное, и решил судьбу этого матча. Ну, потому что за 45 секунд, наверное, скорее всего, уже сложно будет отыграть 2 шайбы. Но, по крайней мере, Комиссаров Иван, если смотреть по тому, как я отслеживал по количеству заброшенных шайб именно у команды «Челны», то становится лучшим снайпером. 3 заброшенные шайбы у этого молодого человека. Ну, вот у команды «Молот» там аж 3 человека, которые были по 2 шайбы. Ну что ж, под конец матча разыгрались игроки хоккейного клуба «Челны» и делают результат уже 4-1. И сделал это как раз-таки 99-й номер Галиуллин Самат. Но вот очень символично. Первую шайбу он забросил в этом матче. И он же ею и заканчивает 4-й заброшенной шайбой. Побеждает команда «Челны». Мы ее поздравляем с этой победой. Команде «Молот» за ее борьбу. Пожелаем удачи. Команду «Челны» мы поздравляем с этой победой. 4-е место она занимает в этом турнире. Команда «Молот» занимает последнее место. И, конечно же, ничего страшного в этом нет. Будут новые победы. И ребята, конечно же, будут стараться и стремиться к тому, чтобы показать результат уже на следующих турнирах. Ну, а для начала мы также наградим сейчас лучших игроков обеих команд. Лучшими игроками матча признаны в команде «Молот» Валерий
Валерий Никитин. Ну и все закономерно очень. Комиссаров Иван у команды Челны становится лучшим игроком, как раз таки и лучшим снайпером он является. И Никитин Валерий, как раз таки автор единственной заброшенной шайбы. Ну что ж, дам лучший вратарем становится Карбонари Леонардо. Я думаю, что это по праву, как я еще и говорил в самом начале матча, что именно этот молодой человек по праву становится лучшим вратарем этого турнира. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Впереди еще 2 матча. Посмотрим мы с вами опасные моменты, повторы заброшенных шайб. И еще раз насладимся этим матчем.
Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на традиционном турнире Steel Challenge среди юношей 2011 года рождения. И это уже предпоследняя игра этого турнира, 14-я по счету, третий день игровой между командами «Нефтехимик» и команда «Сокол». «Нефтехимик» представляет город Нижнекамск. Играют ребята в темно-синей форме. И уже традиционно в белой форме играют команда «Сокол» из города Новочебоксарск. Ну что ж, стартовал у нас этот матч. Посмотрим, что он нам сулит. И по традиции потихонечку начну вас знакомить с командами. Ну что ж, хочу сразу извиниться, если вдруг неправильно поставлю ударение на того или иного игрока. Есть у меня определенные заявочные листы, и только лишь благодаря им озвучиваю те составы, которые есть у меня на данный момент. Итак, под номером 31 вратарь Васянин Дмитрий, он же в воротах. Далее запасной игрок 55-й Чумак Семен. 5-й номер Сарбаев Ярослав, 7-й номер Григорьев Артем, номер 9 Усманов Тимур, 10-й номер Куликов Семен, 11-й номер Самаков Иван, 12-й номер Галкин Тарас, 13-й номер Петухов Ростислав, 14-й номер Григорьев Савелий, 17-й номер Тимофеев Макар, 18-й номер Седых Вадим, 21-й номер Лагвинец Роман, 22-й Яковлев Данил, 25-й номер Муленков Василий, 44-й Лепешкин Роман, 47-й Кузнецов Сергей, 92-й номер Георгиев Никита, 97-й номер Талеров Савелий Соши. 1 на 1 сейчас игрок Сокола выходит, и, к сожалению, не удается сейчас ему переиграть вратаря Нефтехимика, но был стопроцентный шанс уже в начале первого периода. И тут же сейчас огрызнулись нижнекамцы, и непосредственно здесь уже была опасность по воротам команды «Сокол». Далее Стекленев Сергей и под номером 3 Иванов Кирилл, главный тренер Михеев Игорь Витальевич. Команда «Нефтехимик» представлена следующим составом. Под номером 7 Суслопаров Максим, под номером 19 Сафуанов Данил, под номером 88 Воропаев Роман, под номером 13 Михеичев Илья, под номером 33 Салманов Айдан, под номером 10 Марзоев Арсений, под номером 24 Галимулин Самат, под номером 15 Самохвалов Алексей, под номером 9 Мухаммедгалиев Амир, под номером 17 Илалов Амир, под номером 18 Нуриддинов Амир, под номером 11 Глюмов Эмиль, под 21 номером Самигулин Тимур, 8 номер Борзов Аркадий, 91 Кирсанов Григорий, 77 номер Волков Григорий, 25 Ирисбаев Милан, 42 номер Дегтярев Данил и 2 вратаря. 20 номер, он же в воротах, Шувалов Алексей и под номером 1 Егоров Дмитрий. Главный тренер Попов Сергей Валерьевич. 3 минуты позади, счет по-прежнему 0-0, но уже по несколько атак опасных организовали обе команды, но более такой опасный и стопроцентный шанс был у команды «Сокол», когда игрок выходил 1 на 1 с вратарем, но Шувалов Алексей оказался более удачлив в том эпизоде. Вбрасывание в средней зоне, положение вне игры зафиксировал судья. Продолжают контролировать игроки «Нефтехимика» эту шайбу. Пытаются сразу же набросить туда на пятак. Но молодцы, то, что стараются всегда за счет командных действий привести свою команду к успеху. Потому что хоккей — командная игра все-таки. И возможность показывать свои индивидуальные действия, конечно, порой нужно.
Но когда рядом партнеры, успех на победу более высок. Ну что ж, Сокол неплохо вообще, в принципе, набрал ход в этом турнире. И со всеми с лидерами, с которыми они играли, не все так радужно было для тех команд. На данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, то сейчас уже у нас с вами первая встреча этого игрового дня закончилась, и уже ничего не поменяется. Команда Ишталь сейчас пока на первом месте. В активе у них 12 очков. И следующая игра у них. Далее сейчас пока что Нефтехимик на втором месте. 9 очков. Ну, конечно же, чтобы закрепиться на более высоких позициях, им нужно сегодня побеждать в этом матче. Еще один бросок по воротам. И отлично там сейчас в воротах сыграл вратарь. 10-й номер Марзоев Арсений бросал по воротам. Тюменский Легион также имеет 9 очков у себя в активе после 4 игр. Команда Челны после последней игры, в которой они победили, 6 очков у них в активе, и они уже останутся на 4-м месте. На 5-е место пока что у команды Сокол 3 очка, но даже если они сегодня победят, они так и останутся на 5-м месте, потому что наберут столько же, сколько и у Челнов, но при очной встрече команда Челны была сильнее команды Сокол. Там, напомню, со счетом 1-0 тогда эта встреча закончилась, и поэтому уже в нижней турнирной таблице ничего не изменится. И последнее место заняла команда Молот. К сожалению, не удалось им набрать очков, но неплохо тоже потрепало нервы командам. Шесть с половиной минут уже позади. Счет пока по-прежнему 0-0. Пока еще никто не собирается друг другу уступать. И надеюсь, что мы сегодня с вами увидим искрометный хоккей. Ну, если брать предыдущий матч, где встречались команды Челны и Молот, там, ну, в принципе, первый период достаточно спокойно прошел. Там команда Челны забросила 2 шайбы, но в основном такие рабочие были эти шайбы, потому что в остальном все проходило именно в том ключе, что спокойно там сама эта игра проходила. И забрасывались шайбы именно вот в тот момент, когда представлялся этот шанс. А затем во втором периоде немножко Молот более проявил свои активные действия. И там уже давайте посмотрим. Здесь, мне кажется, даже и вратарь вначале не понял, что произошло. Отличный. Да, под номером 91 отличился в этом матче Григорий Кирсанов. И причем это у нас защитник. И вот таким образом у нас на 7-й минуте счет уже открыт. Но мне кажется, я говорю, никто не ожидал, что такое произойдет. Потому что вратарь вроде бы ловушку свою поднял, но бросок был такой силы, что шайба, залетев в ворота, выскочила оттуда. И вначале не сразу все поняли, что произошло. Да, поэтому и здесь тоже также проходит сейчас более спокойная игра.
Для команды «Сокол» она, в принципе, ничего не решает, но поиграть в свое удовольствие точно стоит. Даже несмотря на то, что команда «Нефтехимик» сейчас занимает вторую позицию. Но команде «Нефтехимик», конечно же, очень важна эта победа для того, чтобы закрепиться в верхней части этого турнира. Но все равно в любом случае все решится в последнем матче между командами «Ишталь» и «Тюменский легион». На полный расклад сил. Но, в принципе, если посмотреть на результаты, то сейчас интересным образом все складывается. Даже если Тюменский легион победит Ишталь, то у них тоже будет 12 очков. То здесь уже будут смотреть по дополнительным показателям. То есть, если все три команды наберут 12 очков, будут смотреть по дополнительным показателям, кто займет место с 1 по 3. Тем интереснее будет наблюдать этот матч и следующий. В атаке игроки «Нефтехимик». Пытаются они еще раз бросить, и гол забрасывают они очередной в ворота «Сокола». И таким образом сейчас становится уже 2-0. Ну, неплохо они там сейчас разыграли эту комбинацию. Давайте еще раз посмотрим. Здесь подхватили как раз таки шайбу. 19-й номер отдал передачу на своего партнера Суслопарова Максима под номером 7. И тот стал обладателем второй заброшенной шайбы. А пас ему отдавал Сафуанов Данил. Ну, Максим Суслопаров вообще, в принципе, является одним из лучших снайперов в своей команде. Там только лишь еще у Самохвалова Алексея тоже было 4 шайбы. Но вот после этой заброшенной шайбы сейчас у Суслопарова Максима уже 5. Ну, по количеству шайб там пока что впереди планеты всей, как говорится, игрок команды Тюменского легиона Анохин Денис. Там у него, по-моему, шайб 10 уже заброшено. И посмотрите, какой ответ сейчас от команды «Сокол». Получилось таки у них размочить этот счет. И все становится намного интереснее сейчас к этой минуте. Давайте еще раз посмотрим этот перехват. И он получился, этот перехват. И получился также и обратная подача. И 5-й номер, дорогие друзья, у команды «Сокол» отличился сейчас в этом матче. Это Сарбаев Ярослав становится автором заброшенной первой шайбы. Ну, кстати, Сарбаев Ярослав, он как раз-таки по последним матчам вчерашним является вообще, в принципе, рекордсменом по самой быстрой заброшенной шайбе. На 10-й секунде это произошло. И вот в его активе уже это 3-я шайба. Ну что ж, тем интереснее будет наблюдать и последующие периоды. Пока что 11,5 минут у нас позади. Завершается у нас с вами первый период.
практически идет к своему логическому завершению. Посмотрим, чем закончится эта атака 18 номера у команды «Нефтехимик». Нуриддинов Амир. Есть у него тоже в активе одна заброшенная шайба. Но команда «Сокол» не уступает пока что ни в чем. И попытаются сейчас они организовать там контратаку. Будут первыми на шайбе. Нужно поддержать там сейчас своего партнера. И очередной бросок поворотом. Дают сейчас игроки «Нефтехимика» бросать поворотом игрокам «Сокола». Нет такого, что есть преимущество у одной или у второй команды. Ну и поддерживают, конечно же, свои команды болельщики, которые присутствуют здесь у нас на трибунах. Гонят вперед. Ну, естественно, что ребята чувствуют это и стараются играть, как говорится, на максималках. Но вот сейчас вот разгоняет свою атаку «Нефтехимик». 19 номер снова там у нас на острие атаки. Сафуанов Данил. Снова он с шайбой. Там уже на двоих к себе привез. Но вот борется до последнего. Даже бросил поворотом. И вратарь Васянин Дмитрий снова в деле. Ну что ж, в очередной рандеву с вратарем убегает команда «Сокол». Посмотрим на сей раз. И гол! 92 номер Георгиев Никита сравнивает счет в этом матче. Счет становится 2-2. Посмотрите, как это было. На сей раз удалось таки им это сделать. В ближний угол бросил и попал. И вратарю ничего не остается, как вытаскивать этот черный снаряд из своих ворот. Ну что ж, Георгиев Никита, что не получилось там тогда у его партнера в начале первого периода, получилось у него сейчас. И это, дорогие друзья, в преддверии концовки, вообще в преддверии второго периода, счет равный 2-2. Да, вот так вот у нас складывается этот матч, и тем интереснее будет наблюдать, что же будет происходить дальше. Не уступает ни в чем команда «Сокол». Конечно, теперь сейчас попытаются решить все свои задачи в первом периоде игроки «Нефтехимика». Под 9 номером бросал там сейчас Мухаммед Галиев Амир поворотом. Еще один бросок. Ну, сейчас на волне успеха там Георгиев Никита пытается попробовать еще и еще забросить. Ну, скорее всего, наверное, времени уже не хватит. Остается меньше 2 секунд. И все, на этом все разборки остаются на последующие периоды. Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле очень круто. Поэтому ждем с нетерпением, чем же закончится эта встреча. Передохнем и мы с вами немножко.
Ну что ж, стартовал у нас с вами второй период. И уже прям в самом начале второго периода у нас команда «Сокол» наказана одной минутой скамеечного штрафа. И продолжает здесь «Нефтехимик» сейчас атаки на ворота. Стараются они сейчас во что бы то ни стало увеличить свое преимущество, потому что очень интересным оказался период номер 1. И пока что пытаются не воспользоваться тем, что пока в большинстве играют «Нефтехимик», побыстрее решить вопросы именно в этот период времени. Но остается всего 2 секунды, и сейчас игрок команды «Сокол» выйдет уже на площадку. Это как раз таки 97-й номеров Талеров Савелий. И уже сейчас они начнут свою атаку на ворота «Нефтехимика». Устремляется вперед, быстро причем это происходит, сразу же бросает по воротам, отражает этот бросок вратарь. Ну, все делает правильно, он в сторону уводит, именно в ближний угол, потому что уже слева там накатывал игрок «Сокола», готовый на добивание. Ну, посмотрим, что принесет нам второй период, потому что, в принципе, сейчас мы с вами видим много атакующих действий, как с одной стороны, так и с другой стороны команд, потому что увеличили сейчас скорости по сравнению с первым периодом, получили наставления от своих тренеров игроки команд. Ну и понимают то, что, в принципе, «Нефтехимику», наверное, нужно обязательно все делать для того, чтобы сейчас не упускать свои шансы. А команда «Сокол» понимает то, что у них получилось сделать в первом периоде. Они будут стараться приумножить этот успех во втором. И даже несмотря на то, что на своих телеэкранах мы можем с вами видеть период номер 3, как бы не хотелось приблизить к концовке этот матч, но нет, дорогие друзья, мы еще с вами понаслаждаемся этим матчем и посмотрим его до конца. В атаке команда «Сокол». Неплохо они сейчас атакуют. Ну, почти получилась сейчас эта передача у команды «Сокола» номер 7 Григорьева Артема. Ну и 18-й номер у команды «Нефтехимик» там сейчас прорывается сквозь оборонительные редуты «Сокола». Это Нуриддинов Амир. Решил абсолютно всех там переиграть, продавить, как говорится, но пока что этого ему не удается. Ну, неплохо там сейчас показывают свой прокат игроки команды «Нефтехимик». Седьмой номер там снова был в атаке у команды «Нефтехимик». Суслопаров Максим. 33-й номер уже наносил после этого бросок по воротам Салманов Айдан.
Ну, к этой последней встрече свой путь проходили таким образом обе команды. Команда «Нефтехимик» пока что проиграла единожды команде «Ишталь» со счетом 3-2. Далее Тюменский «Легион» победили со счетом 4-2. Далее были «Челны» 7-1 и команда «Молот» победили со счетом 3-2. Команда же «Сокол», они вначале проиграли Иштали со счетом 6-3, далее Тюменскому «Легиону» 9-1, 1-0 проиграли Челны и выиграли у «Молота» со счетом 5-3. Ну, вчера была эта встреча, очень упорная была эта встреча, и команда «Сокол» добилась победы в том непростом матче. На данный момент у «Нефтехимика» 16 заброшенных шайб, 8 пропущено. Ну, как раз-таки по этому показателю, по пропущенным голам, они сейчас идут на первом месте с Тюменским «Легионом». Команда «Сокол» пропустила на данный момент 19 шайб и 9 заброшено. Это к сегодняшней встрече. Это я не считаю эти заброшенные шайбы сейчас. Но подсказывают тут игрокам или тренеры, или зрители, которые сидят у нас на трибунах, что нужно, играя на последнем рубеже, стараться не разыгрывать ее, а стараться выбросить как можно дальше из своей зоны. Но вот сейчас у нас будет очередное удаление. Удаление уже у команды «Нефтехимик». Тринадцатый номер отправляется за подножку. Михеичев Илья. Ну что ж, теперь возможность будет сейчас у «Сокола» попробовать использовать это большинство, но пока что в атаке игроки «Нефтехимика» бросают тут же поворотом и пропадают прямо сразу во вратаря. Напомню, что Васянин Дмитрий сейчас находится в воротах команды «Сокол». У команды «Нефтехимик» это Шувалов Алексей под номером 20. Ну что ж, мы подходим как раз к тому времени, когда либо будет замена вратарей по истечению половины. Ну вот, только вот об этом я сказал, потому что буквально вот секунду назад поменялся вратарь у команды «Нефтехимик». И Егоров Дмитрий сейчас на страже ворот. Ну все, сейчас через 5 минут будут играть команды в полном составе. Бросает очередной шайбу под номером 17 игрок команды «Нефтехимик». Это защитник Илалов Амир. И как раз-таки это оповещает то, что будет сейчас у нас играть команда «Нефтехимик» в полном составе. Ну что ж, уже 8 минут позади этой встречи, и пока что равная у нас здесь с вами игра. Продолжает там очень активно сейчас бороться 18-й номер у команды «Нефтехимик» Нуридинов Амир. И в свою очередь уже игроки команды «Сокол».
в атаке. 21 номер пытался сейчас бросить поворотом гвинец Роман. И, к сожалению, не получился у него этот бросок. Кричат зрители с трибун: бросай, бросай. Ну, собственно говоря, бросил, но неудачно. Вбрасывание в средней зоне. Абсолютно равная игра. Все 4 шайбы были заброшены пока что в первом периоде. И вот уже получается большую часть второго периода сыграли. И счет по-прежнему не изменен. Ну, если говорить по традиции уже, кто является лучшим игроком у команды «Сокол» и у команды «Нефтехимик», то у команды «Сокол» это Сарбаев Ярослав, как раз-таки автором первой шайбы, который является в этой встрече. Далее Григорьев Савелий признавался, Талеров Савелий, ну и вот Георгиев Никита тоже лучшим игроком был, под номером 92, который стал автором второй шайбы. Ого! Что там фиксирует судья? Потому что черканула сейчас эта шайба перекладину. Ну, вокрос сейчас изобразил игрок под номером 7 у команды «Нефтехимик», Суслопаров Максим. Удалось ему ли забросить или нет? Ну, судя... Сейчас они как раз совещаются по этому поводу. Но нет, разводят руками. Не будет засчитана эта шайба. И поэтому вбрасывание будет сейчас здесь в зоне игроков «Сокола». Но получился этот элемент лакросса из-за ворот, когда шайба кладется на клюшку и таким образом заносится в ворота. Ну, рядышком где-то было, по крайней мере, слышно было, как обрезал каркас ворота эта шайба. Поэтому счет таки остался пока что неизменным 2-2. Хотя, конечно, если была бы система видеогол, тогда, может быть, можно было бы, наверное, поспорить. Но так пока остается все неизменным. 10 минут позади. Ой-ой-ой-ой-ой! Вот это да! Как прошла сейчас эта передача, дорогие друзья! Подставлена была клюшка и гол. И прям так вначале нехотя закатывалась эта шайба очень медленно. 21 номер там как раз таки вывел на просторы команды «Сокол». Это был гвинец Роман. И таким образом счет стал 3-2 в пользу «Сокола». И похоже, Георгиев Никита там снова отличился. Нет, ошибочка. Номер 17 Тимофеев Макар оказался в завершении этого броска. Но вначале там, конечно, помог-то ему логвинец Роман. Да, тем интереснее будет сейчас наблюдать концовку второго периода. 4 минуты еще есть у «Нефтехимика» для того, чтобы попробовать сравнять счет. Вот так вот у нас все складывается здесь в этом матче. Не все так просто. И тем, какой залихватский сюжет мы с вами можем наблюдать, тем интереснее будет узнать, чем же закончится это противостояние этих двух команд. Но, по крайней мере, для команды «Нефтехимик» точно легкой прогулки не будет в этом матче.
И снова-снова Сокол устремляется вперед. Снова-снова он пытается сейчас развить свою атаку. Но Нефтехимик не позволяет это сделать. И теперь уже они в атаке. 19 номер снова бросает поворотом. Сафуанов Данил. Ну, молодой человек, который уже отличался. Вот он ждет снова на пятаке. Забрасывал он дважды. По ходу этого турнира снова поднята рука. Будет сейчас удаление у команды «Сокол». Под номером 97 сейчас Талеров Савелий отправляется на скамейку штрафников. И целую минуту сейчас команда будет играть в меньшинстве. 12-12. Такое время сейчас на табло. Второй период. У Нефтехимика 2. У Сокола 3. Ну, неплохо здесь сейчас свой дриблинг показывает 77-й номер у команды «Нефтехимик». Это Волков Григорий. Ничем не заканчивается эта атака, а тем, что перевели сейчас эту шайбу уже в зону игроков «Нефтехимика» игроки команды «Сокол». И уже 25-й номер у команды «Нефтехимик» зашел во владение команды «Сокол». Ирисбаев Милан. Именно он попытается счастье у ворот команды «Сокол». Ну что ж, смотрим. Уже все играют команды в полных составах. Но если говорить про команду «Сокол», то неизменно пока что Васянин Дмитрий стоит на воротах, в отличие от команды «Нефтехимик», где произошла смена вратаря. И уже остается последняя минута второго периода. И похоже, что наверняка все свои разборки оставят на период номер 3. Тем интереснее будет наблюдать. Ну да, все правильно принял решение вратарь. Решил он, что нужно зафиксировать эту шайбу, потому что уже накатывали игроки «Нефтехимика» на ворота как раз-таки Васянина Дмитрия, и поэтому решили, что нужно его, эту шайбу, зафиксировать подальше от греха, как говорится. Еще один бросок поворотом в исполнении 18-го номера команды «Нефтехимик». Нуридинов Амир, но очень заметная фигура в этой встрече. Но лучшим игроком он пока еще не признавался, но все есть шансы для этого у него есть. Лучшими игроками у команды «Нефтехимика» были Самохвалов Алексей, Марзоев Арсений, Михейчев Илья и Суслопаров Максим. У команды «Сокол» это были Георгиев Никита, Талеров Савелий, а также Сарбаев Ярослав и Григорьев Савелий. Ну что ж, закончился у нас с вами второй, прошу прощения, период со счетом 1-0. Так закончился этот период, а это означает, что общий счет 3-2 в пользу «Сокола». Ждем с нетерпением третий период.
Стартовал третий заключительный период между командами «Нефтехимик» и «Сокол». Просто, я сказал, умопомрачительный хоккей мы с вами наблюдаем. То, как развиваются события в этом матче. Да, в начале команда «Нефтехимик» открыла счет. Затем счет стал у нас 2-0. После этого команда «Сокол» встрепенулась, взяла, забросила 2 шайбы под занавес первого периода, и счет стал 2-2. И практически весь второй период шел в равной борьбе. Счет так и был неизменным 2-2. И вроде бы уже шло к тому, что мы с вами переберемся в период номер 3 при таком же счете. Но ничего не предвещало беды, как говорится, как команда «Сокол» возьми, да и забрось третью шайбу. И таким образом счет стал у нас уже с вами 3-2 в пользу команды «Сокол» из Новочебоксарска. И «Нефтехимику» теперь придется прикладывать все больше усилий для того, чтобы попробовать каким-то образом исправить ситуацию в этой встрече. Но давайте немножко порассуждаем. Если, в принципе, матч так и закончится победой команды «Сокол». Команда «Сокол» наберет 6 очков. Столько же будет и у Челнов. Но, скорее всего, уже не потревожит их, потому что, если смотреть их очную встречу, команда Челны была сильнее команды «Сокол». Но у команды «Нефтехимик» останется столько же 9 очков. И все решится в последнем заключительном матче между командами «Ишталь» и «Тюменский легион». Если «Ишталь» побеждает, то «Нефтехимик» так и останется на втором месте. Если же выиграет «Тюменский легион», они наберут 12 очков и станут победителями этого турнира, а команда «Ишталь» опустится на вторую строчку, потому что команда «Ишталь» победила «Нефтехимик» в своей очной встрече. Так что вот очень интересные расклады нас с вами ожидают, и все решится в последнем матче. Но обычно как бывало так, что иногда и за несколько уже матчей было понятно, кто займет первое место, а здесь, конечно же, интрига сохраняется до последнего, и это очень на самом деле круто. Кто готов у «Нефтехимика» менять ситуацию? Это тот же Суслопаров Максим, автор второй заброшенной шайбы. Также может и Сафуанов Данил под номером 19. Он сегодня уже проявлял себя на подступах к вороту «Сокола». Это и Салманов Айдан, 33 номер. Также Марзоев, 10 номер. Самохвалов, 15 номер. Мухаммед Галиев Амир под номером 9. Нуриддинов Амир под номером 18. Очень часто я называл его фамилию сегодня. Очень много атакует этот парень. 91 номер Кирсанов Григорий, который отличился первой заброшенной шайбой. Ирисбаев Милан тоже нацелен на ворота. Так что много ребят, которые готовы что-то изменить в этой встрече. 25 номер снова был на острие атаки. Ирисбаев Милан как раз таки, о котором я говорил. И снова там 18 номер Нуриддинов Амир. Сокол, да, он сейчас очень крут. И увеличить разрыв в счете готов также и Сарбаев Ярослав, автор первой заброшенной шайбы. Также Григорьев Савелий и Тимофеев Макар, автор третьей заброшенной шайбы. Еще один бросок по воротам в исполнении Нуриддинова Амира. Но вот я говорю, что 18 номер сегодня очень активен. И тот самый молодой человек, который, в принципе, готов, мне кажется, получить звание лучшего игрока этой встречи.
Также это Талеров, Савелий и Иванов Кирилл. Все это команда «Сокол». Ну что ж, и есть гол, дорогие друзья. 19 номер забрасывает сейчас эту шайбу. Сафуанов Данил. Но вот я и говорил про тех ребят, которые готовы делать результат. Неплохо там сейчас от Суслопарова Максима получилась эта передача. И Сафуанов Данил становится автором третьей заброшенной шайбы к 5-й минуте этого встречи. Да, еще там Воропаев Роман по... Но вот они все вот рядышком находятся. Суслопаров, Сафуанов, Воропаев. Вот тройка этих ребят, которые делают результат сегодня этой встречи. 3-3. Крутотенежка какая у нас сегодня с вами, дорогие друзья. А еще 10 минут впереди. Будем смотреть и наблюдать за тем, как команды будут развивать свой успех. И снова 88-й номер Воропаев Роман на острие атаки. Пытается ему там навязать борьбу игроки Сокола, не дать возможности подойти ближе к воротам. Но теперь нужно именно команде в белой форме что-то предпринимать. Ну и посмотрите, что там творит этот парень. 5-й номер. Сарбаев Ярослав. Не согласен с тем, что счет 3-3. И еще один бросок мог бы случиться, если бы не Сафуанов Данил, который оказался на пути как раз-таки у нападающего игрока Сокола. А так было бы сейчас очень опасно. Команда «Нефтехимик», в принципе, является тоже старожилом, как и команда «Молот». Участвуют они абсолютно во всех матчах этого традиционного турнира. В 2019-2021 году. В 2019 году они стали победителями этого турнира. Прошу прощения, в 2021 году, да. А в 2019 году они заняли 3-е место. Так что эта команда всегда является таким крепким орешком. И последние вот уже 3 года точно находятся в тройке призеров этого турнира. Но у нас тем временем очередное удаление. И команда «Сокол» сейчас окажется в меньшинстве на 1 минуту. Но, похоже, еще и обоюдное удаление там было. Ну, еще до этого удаления было у команды «Нефтехимик». Остается там буквально 4 секунды. И команда из Нижнекамска будет играть в большинстве. Ну, очередной перехват. Тут же сразу бросок по воротам. И теперь уже в атаке игроки «Нефтехимика». Нет, не покинула зону. И снова сейчас бросок по воротам. Опасно бросал 18-й номер Нуридинов Амир. Но близок он, скорее всего, очень жаждет того, что хочет забросить сегодня в этой встрече. Кто его знает, может быть, она будет и решающей, кто его знает. По-прежнему у нас Васянин Дмитрий стоит на воротах у команды «Сокол».
замены вратаря не было. Чего не скажешь у команды «Нефтехимик». Там Егоров Дмитрий. Ну и пытаются сейчас организовать новую атаку «Нефтехимик». Врываются они в зону команды «Сокол». Туда прорываются они непосредственно к вратарской зоне. И тут же бросают поворотами. Очень опасно. Там 25-й номер сейчас подставлял клюшку у команды «Нефтехимик». Ирисбаев Милан. Оживилась эта игра. Но, конечно же, нам было бы очень интересно посмотреть и послематчевые броски. И, конечно же, хочется, чтобы этот матч закончился в ничью, чтобы продлить удовольствие и посмотреть, как ребята исполняют буллиты. Но мне кажется, что потому как идет эта встреча, каждая команда стремится к тому, чтобы этот матч закончился в основное время. Вся борьба здесь, у правого борта. Не дают сейчас покинуть эту шайбу игроки Сокола. Потеряли здесь амуницию свои игроки из Новочебоксарска. И поэтому нужно срочно одевать перчатку и вступать в борьбу. На встречных курсах пошла встреча. Борются и одна, и вторая команда. Пытаются, конечно же, что-то исправить, потому что остается уже 5 минут до конца этого матча. И, ну, по крайней мере, как это было в конце первого периода, когда примерно так же за 5 минут до конца первого периода заброшено было сразу 4 шайбы. И поэтому кто знает, как будет складываться концовка этой встречи. Настолько он непредсказуем, этот детский хоккей. Посмотрим. Но то, что много борьбы мы с вами наблюдаем, это точно. 4 минуты остается уже. И могу предположить, что каждая заброшенная шайба, она может быть стать решающей. И сейчас в контратаку убегают игроки Нефтехимика. Под 17 номер там сейчас Илалов Амир подхватывает эту шайбу. И там уже на острие атаки 9 номер был у команды Нефтехимика Мухаммедгалиев Амир. Ну что ж, с каждой минутой страсти будут накаляться. Ну там два как раз таки, 15 и 9 номер, Мухаммедгалиев и Самохвалов Алексей были на острие атаки сейчас у команды Нефтехимик. И поэтому пытались они затолкать эту шайбу, но уже не хватило им времени, ну и была остановлена, во-вторых, эта встреча. Еще один шанс, может быть, сейчас представится у команды Нефтехимик. 11 номер был на острие атаки, Глюмов Эмиль. Только сейчас выбили эту шайбу из своей зоны игроки Сокола и попробуют попрессинговать в их зоне. Тем временем 3 минуты уже остается до конца этого матча. Счет по-прежнему 3-3. И повторю, что каждая следующая заброшенная шайба может привести к победе той или иной команды.
Но еще раз повторюсь, что я бы с удовольствием посмотрел на послематчевые броски. Пока что этого не было в нашем турнире. Все вопросы решались в основное время. Сольный проход там затеял 11 номер, Глюмов Эмиль. Встретили его игроки Сокола, и теперь они убегают в отрыв, подключают там еще одного партнера, бросок, и шайба куда-то улетает далеко в сторону. Но было очень опасно сейчас, и чем закончилось бы, попади в ворота, конечно, кто-то сейчас бы кричал от радости, а кто-то бы с досадой бил клюшкой по льду. Ну что ж, еще один заход, 88 номер, Воропаев Роман. Именно та тройка, которая здесь сейчас Воропаев, Сафуанов, Суслопаров. Именно эта тройка игроков, которая забивала прошлую шайбу. Но на их счету у Суслопарова вторая и Сафуанова третья шайба. И гол, дорогие друзья, буквально за минуту 10. Вот я о чем и говорил, что именно эта тройка ребят сегодня делает этот результат. Вторая и третья шайба на счету этих ребят. И давайте посмотрим еще раз, как была заброшена эта шайба. Да, Сафуанов Данил, автор третьей заброшенной шайбы, и он же становится автором четвертой заброшенной шайбы. О чем я и говорил, что эта тройка сегодня из 4 шайб 3 сделали на двоих. Ну и, соответственно, Сокол сразу же взяла 30-секундный тайм-аут. Сейчас тренеры подскажут, что нужно будет сделать для того, чтобы попробовать разыграть одного лишнего игрока. Ну, вот как раз таки сейчас получили наставление вратарь у команды Сокол. 31 номер Васянин Дмитрий. То есть сразу же при удобном случае он покидает ворота. И ребята попробуют 6 на 5. Сыграть. Ну что ж, тем интересная концовочка. Минута у нас ожидает с вами. Как я уже и говорил, что любая заброшенная шайба может быть оказаться решающей. Посмотрим, сможет ли Сокол что-то предпринять здесь в этом матче. Было бы очень интересно, если бы они забросили и перевести это все в совсем другое русло. Все, покидает ворота сейчас вратарь. Остается 30 секунд на решение своих вопросов. Постараются сейчас ребята Сокола зацепиться за эту шайбу. А команде Нефтехимик нужна сейчас холодная голова на плечах для того, чтобы совладать с эмоциями. Потому что остается уже 10 секунд. Шайбой вроде бы вначале покинула. Но нет, остается 5 секунд. Срочно надо что-то предпринимать. Все, дорогие друзья, не хватает времени. И команда Нефтехимик в своем заключительном матче побеждает в сегодняшней встрече со счетом 4-3. Упорнейшая просто борьба была. Классный, суперский матч мы с вами сейчас наблюдали. И сейчас посмотрим, кто же стал у нас с вами лучшим игроком этой встречи. Ну, я повторю, что вот Нуридинов Амир, все-таки вот он был очень активен, очень заметен у команды Нефтехимик. У команды Сокол это может быть и Тимофеев Макар, номер 17.
Ну что ж, вратарь Дмитрий Васянин. Номер 19 Даниил Сафуанов становится лучшим игроком. Ну что ж, поздравляем мы ребят с этим званием. Команда «Сокол» еще и получает диплом за участие в этом турнире. Ну что ж, у команды «Сокол» лучшим защитником признан Да, ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим с вами еще и лучшие моменты этого матча, повторы, заброшенные голы. Я думаю, что еще раз с вами насладимся этим матчем. Я прощаюсь с вами, до новых встреч, берегите себя, пока-пока.
Ну что, дорогие друзья, вот и стартует заключительный матч этого увлекательнейшего традиционного турнира Steel Challenge среди юношей 2011 года рождения. И встречаются две команды, два лидера: Ижсталь, город Ижевск, и команда Тюменский легион, город Тюмень. Ну что ж, и сразу же включаются болельщики в поддержку местной команды. Много сегодня зрителей здесь присутствует в этот весенний, погожий, яркий, солнечный денек. Я думаю, что жарко будет сегодня на площадке, потому что на данный момент все решается в этом матче. Именно в этом матче определится победитель сегодняшнего турнира. Несмотря на то, что команда из Ижевска сейчас с 12 очками находится на первом месте, а команда Тюменский легион с 9 очками на третьем месте, все решается в этом очном споре. Минуту уже отыграли, и пока присматриваются обе команды. И это уже 15-й заключительный матч третьего игрового дня. И, по крайней мере, даже команда «Нефтехимика», которая уже сыграла свой матч и победила в предыдущей встрече, заработала она 12 очков, столько же и как у Ижстали, но за счет дополнительных показателей команда Ижсталь победила команду «Нефтехимик». Пока что команда «Нефтехимик» на втором месте. Если мы говорим некоторые расклады этого матча, если первое место у нас займет и выиграет в этой встрече команда Ижсталь, то так и останется на первом месте. Команда «Нефтехимик» на втором месте, Тюменский легион на третьем. Если же побеждает сегодня легион, то все меняется с точностью наоборот. Легион становится на первом месте, Ижсталь на втором, Нефтехимик на третьем. Так что очень-очень интереснейший и захватывающий матч мы сегодня будем с вами наблюдать. Но, по крайней мере, мы этого все ждем. И в том числе те зрители, которые сегодня здесь присутствуют, тоже этого очень ждут. Быстренько пройдемся по составам команд на эту игру. Команда «Тюменский легион» представлена следующими игроками. Это Кривихин Глеб, номер 66, Сидоров Владимир под номером 93. Вратарь, он же на воротах сейчас стоит, это под номером 80 Васильев Константин. Под номером 71 Извеков Дмитрий, под номером 19. Сейчас посмотрим, чем закончится эта атака. Бросок! И рядышком сейчас проходит эта шайба. Ну, в принципе, там еще накатывали партнеры по команде. Можно было бы, наверное, и по-другому немножко сыграть. Но решил игрок команды Ижсталь взять инициативу на себя и попробовать поразить ворота Васильева Константина. Но Константин пока безупречен. Бросок и гол! Удается сейчас забросить первую шайбу. Достаточно ранняя шайба на 3-й минуте. Давайте еще раз посмотрим, как это все зашло. Здесь отлично вот обыгрались за воротами. Пока что вратарь ждал в противоположном углу. Сумел быстро сориентироваться игрок Ижстали. И первая шайба есть у нас в воротах. Карим
Шейхзянов становится автором первой заброшенной шайбы, и таким образом счет 1-0. Далее продолжу знакомить вас с составом. 71 номер Извеков Дмитрий, защитник. Далее 19 номер защитник Желтоножка Назар. Защитник 27 номер Мавышев Семен. 69 номер еще один вратарь, он сейчас в запасе, Иванов Кирилл. 10 номер нападающий Панасенко Никита. 34 номер защитник Синюков Глеб. 24 номер защитник Тараканов Владислав. 13 номер защитник Бусыгин Ярослав. 87 номер Ефремов Клементий, нападающий. Ну и далее только нападающие. 77 номер Соловьев Леонид. 15 номер Бочаров Артем. 88 номер Колосов Арсений. 97 номер Гребенюк Михаил. 96 номер Анохин Денис. И главный тренер Самсыкин Георгий Сергеевич и тренер Кобзалов Александр Владимирович. Сейчас был опасный момент у команды Легиона. Смогли они сейчас отличиться в этом эпизоде. Там 15 номер бросал опасно поворотом. У команды Легиона это Бочаров Артем. Но вратарь Лузин Павел оказался более удачлив в том эпизоде. Ну что ж, еще один проход поворотом к воротам Легиона. Ну что ж, сегодня побольше болельщиков на трибуне и прекрасно понимают то, что нужно гнать вперед свою команду. И мне кажется, это я уже сам начинаю заговариваться, определенные силы дает местной команде, поэтому таким вот образом только лишь по-футбольному отдается эта передача, и теперь уже устремляется вперед игроки Иштали в атаку, но здесь Легион пока что справляется с этой задачей, и попытаются они сейчас зацепиться, что и удается, собственно говоря. Еще очередной бросок. Еще один бросок. Там самоотверженно два игрока. Наблюдать очередной эпизод, когда пытаются игроки Иштали выйти из своей зоны, но пока что не дают этого сделать игроки Легиона. Только сейчас это получается. 5 минут уже позади. Игра настолько опасная очень и очень увлекательная. Не успеваю я вам озвучивать составы команд, но с удовольствием сейчас, вот пока есть небольшая пауза, это сделаю. Три вратаря у команды Ишталь. Это Углов Денис под номером 9, Лузин Павел под номером 35 и 69 номер Шабалин Макар. В воротах стоит 35 номер Лузин Павел. Далее нападающий Утешов Климент 8 номер и 12 номер Чеснокова Злата. Далее защитник Шомполов Богдан под номером 13, под номером 14 нападающий Кочеров Матвей, под номером 15 пару защитников Северюхин Николай, 18 номер Капитонов Иван. Далее пару нападающих Шахтарев Даниил, номер 22 и 23 Боряевинцев Илья. Защитник Деминов Евгений, номер 27. Далее тройка нападающих Боровиков Артем под номером 28, 30 номер Шейхзянов Карим и Мамаев Иван, 51 номер. Далее защитник Торхов Всеволод, нападающий Апаков Тимофей и два защитника Ахмедьянов Демид и Чазова Анна под номером 91, Демид под номером 79. Тренер Холодков Дмитрий Игоревич. Пытались сейчас эту шайбу выбросить из своей зоны игроки Иштали, но пока не получается у них. Легион в атаке. Не дают такой возможности сейчас покинуть зону. Но вот только сейчас это получается. И убегает сейчас в контратаку и команда Ишталь пытается бросить поворотом. И что, будет у нас сейчас удаление.
Да, получилось здесь убежать в контратаку. Давайте посмотрим. Здесь отличный пас получился на своего партнера. И уже Шейхзянов Карим убегал от своих соперников. Пытался там Легион достать. И только лишь вот таким вот Бочаров, там 15 номер, Артем. Но пока что вся игра сейчас перешла в зону игроков Иштали. Здесь в центральной зоне теперь они борются и пытаются уже воспользоваться тем шансом. Но тут сами друг с другом немножко не поделили эту шайбу. И возможность теперь атаковать игрокам Легиона представляется. Там 77 номер Соловьев Леонид бросал поворотом. Вообще, в принципе, Легион очень забивающая команда, и все нападающие, которые есть у команды Легион, они поучаствовали сегодня во всех, ну, вообще не сегодня, а даже, в принципе, во всех предыдущих 4 матчах поучаствовали в заброшенных голах. Тем временем Легион сейчас играет уже в полном составе. И теперь они сейчас устремляются вперед. И снова там Бочаров и Артем борется за эту шайбу, пытается пробить вратаря, но пока что у него это не получается. Но очень активен этот молодой человек. Ну, по крайней мере, нацелен на ворота. Ну, Артем вообще, в принципе, забивной парень. Очень много он забивал за свою команду, но, по крайней мере, штук 5 шайб точно есть в его активе. Выбрасывание в зоне игроков Иштали. Продолжается у нас этот увлекательный матч. 9 минут уже позади, и счет по-прежнему 1-0. И любую возможность использует сейчас команда Легион для того, чтобы бросить поворотом и там уже искать счастье прямо непосредственно вблизи вратарской зоны. Очередная контратака в исполнении команды Ишталь. Бросают тут же поворотом, добивание. И, к сожалению, сейчас возгласы болельщиков, вздохи, крики о том же, как же так, сейчас не попала шайба в ворота. Но было сейчас очень опасно. И снова там сейчас Шейхзянов под номером 30. Еще очередной бросок уже в исполнении 23-го номера Бояринцева Ильи. Ну, пока что Васильев Константин безупречен в тех эпизодах и спасает свою команду. Ну что ж, нет, немножко сильно сейчас послана эта шайба, и не получится завладеть ею игроку команды Ишталь. Там только лишь на последнем рубеже был Васильев Константин.
увел он угрозу от своих ворот. И теперь Легион будет сейчас начинать свои подступы к воротам Иштали со своей половины. Ну вот неплохо там сейчас взаимодействуют игроки между собой. Сидоров Владимир там под номером 93 сейчас боролся. Тут же Панасенко Никита. Очередной бросок по воротам 66-го номера. Кривихин Глеб это делал. И только лишь Лузин Павел на его пути встал. Было, да, сейчас пару тревожных моментов у ворот Иштали. Конечно же, Легион сейчас полностью не согласен с тем, что горит на табло. Очень динамично проходит эта встреча. И поэтому здесь обязательно должна быть максимальная концентрация игроков. Да, я же вам не настолько увлекательно смотрим и наблюдаем за этим матчем, что не успел я вам... Нет, успел. Успел, таки подумал, что не успел вам зачитать заявочный лист на матч от команды Ишталь. Нет, все вспомнил, все было, потому что настолько сейчас увлекательно смотреть за тем, что происходит на площадке. Еще один будет бросок, но, к сожалению, махнул мимо там сейчас этой шайбы игрок Легиона. Ну, почти сейчас получилось у Боровикова Артема там бросить поворотом. Не дали этого сделать игроки Легиона. И уже 96-й номер Анохин Денис устремился вперед и показывает отличные скорости на подступах к воротам ижевской команды. Ох ты, как сейчас круто это разыграли-то, какую красоту сейчас показывает Легион в этом эпизоде, когда уже в принципе можно было замыкать там на дальней штанге эту шайбу. Чуть-чуть не повезло. Да, поэтому ижевским защитникам нужно быть начеку всегда, если они хотят оставить свои ворота в неприкосновенности. Легион сейчас очень часто и много атакует. И снова там Анохин Денис проявляет себя. Но Анохин Денис как раз таки является лучшим снайпером своей команды. Там 10 шайб у него сейчас заброшено. Но вот тут будет удаление сейчас у команды Легион. Это практически под занавес первого периода. Давайте посмотрим, как это было. Неплохо там получили сейчас шайбу. И уходил уже в сторону Шахтарев Даниил. Ну его там встретили неправильно игрок Легиона. И поэтому на 1 минуту сейчас 24-й номер отправляется Тараканов Владислав. Ну что ж, кто быстрее тут сейчас окажется? Это 87-й номер Ефремов Клементий у команды Легион. Но нужно сейчас постараться как можно больше держать. И снова очередная здесь могла бы получиться контратака у команды Ишталь. Но пока что команда Легион справляется. И очередная атака на ворота Васильева. Очередной проход, бросок и гол! Ну что ж, дали сейчас возможность реализовать это большинство команды Легион. Давайте посмотрим, как это было. Ну все сделал здесь один. Всех проехал. И аккуратно завез эту шайбу в ворота. Неужели это снова был...
Да, Карим Шейхзянов становится автором второй заброшенной шайбы. Пока что этот молодой человек сегодня забивает как первую, так и вторую шайбу. В самом начале, на третьей минуте, он забросил первую шайбу, и под занавес этого первого периода делает он счет уже 2-0. Но сколько таких моментов было, поэтому нужно быть... держать ухо востро, потому что 2 гола это еще ничего не значит. Да, давайте немножко выдохнем и подождем второй период.
Ну что, дорогие друзья, стартовал у нас с вами второй период. Еще один бросок, опасный поворотом Легиона. Сейчас мы с вами увидели. Давайте еще раз посмотрим, как это было. 51 номер там был Мамаев. Оставлял своему партнеру 14 номеру Кочерову Матвею. И тот уже бросал поворотом. И Иван Мамаев попробовал еще раз закатить эту шайбу в ворота, но был встречен с защитником. И теперь уже в атаке команда «Легион». Счет по-прежнему 2-0. Отличился там в первом периоде один человек. Это Шейхзянов Карим. Именно он стал автором дубля. В начале первого периода забросил шайбу и в конце второго периода. Ну, Шейхзянов Карим уже становился лучшим игроком в предыдущих матчах, как и Мамаев Иван, также и Ахметьянов Демид и Капитонов Иван. У команды «Легион» такого звания удостаивались Сидоров Владимир, вратарь Васильев Константин, Синяков Глеб, защитники Анохин Денис. Но мне кажется, Денис еще скажет свое слово здесь в этом матче. Ну, 10 шайб точно на его счету. Еще и за задержку клюшкой, малым штрафом оштрафован у нас 87-й номер у команды «Тюменский Легион» Ефремов Клементий. И сейчас в большинстве будет играть команда «Ишталь». Но все мы прекрасно знаем, как «Ишталь» реализовывает большинство. Один раз она это сделала на 8-й секунде, далее на 2-й секунде. Так что знает, как реализовывать этот элемент в хоккее. Ну вот очередной бросок сейчас в исполнении «Легиона». Очень опасное было. Давайте еще раз посмотрим. Там как раз-таки 66-й номер накатывал на ворота. Тут же бросил поворотом. И Кривихин Глеб мог бы стать автором уже 4-й заброшенной шайбы в свою копилку. Но повторюсь, что у команды «Тюменский Легион» все нападающие, которые есть в расположении этой команды, забрасывали в предыдущих матчах. Тут можно, в принципе, перечислять всю команду. И вот сейчас будет выход 1 на 1. Получился бы, если чуть-чуть... шайба не укатилась вперед, и там, чем бы закончился там тот эпизод, конечно, сложно сказать. Но то, что было прям совсем опасно, это 100%. Ой-ой-ой-ой, здесь вот небольшой рикошет сейчас от своих же защитников получился у команды «Легиона», и практически там на убойную позицию можно было выходить игрокам «Ишталя». Неудачно там отскок получился, и поэтому не дошла эта передача до игрока «Иштали». Теперь уже «Легион» в атаке. Так вот, чтобы освежить в памяти те, кто могут забить у команды «Легион», это и Анохин, Гребенюк, Колосов, Бочаров, Соловьев, Ефремов. Вот они там сейчас все стараются это сделать. Бросают поворотом. И гол! Таки все-таки случился.
И счет становится уже 2-1 в пользу Легиона. Давайте посмотрим. Добиваются они своего. Ну, неплохо у Соловьева Леонида сейчас получилось. Развернулся он, дали ему эту возможность бросить поворотом. И Леонид Соловьев под номером 77 становится автором первой заброшенной шайбы. Ну что ж, теперь во втором периоде забрасывает команда Легион в начале второго периода. Также примерно складывался и предыдущий матч между командами Нефтехимик и Сокол. Там тоже в начале вроде бы Нефтехимик вел 2-0. Еще один бросок и гол! 15-й номер забрасывает сейчас шайбу. Бочаров Артем. И как все поменялось сейчас. Так вот, и говорю о том, что вначале там тоже Нефтехимик 2-0 вел. Затем команда Сокол забросила дважды, счет был уже 2-2. И там в упорной борьбе, конечно, победила команда Нефтехимик. Но допустили они вот такую ситуацию. И было очень интересно наблюдать концовку того матча. Ну что ж, теперь команде Ишталь после двух быстрых пропущенных шайб нужно сейчас перестраиваться и стараться забрасывать еще и еще, если они хотят, конечно, сегодня победить и стать победителями этого турнира. Напомню, что еще ни разу они не становились победителями этого турнира. Хоккейный клуб Ишталь в 2019 году они были на втором месте, в 2021 были на третьем. Команда Легион дебютант этого турнира и показывает отличный хоккей, ребята, очень много забивают. Если говорить про команду из Тюмени, то 36 заброшенных шайб и 8 пропущенных. Это сейчас пока на данный момент лучшие показатели. Гол! Тут же отвечают игроки команды Ишталь. И счет становится уже 3-2. Да, вот так вот 3 шайбы мы буквально с вами за 6 минут сегодня увидели. Давайте еще раз посмотрим. Ну что творит сегодня этот парень? Карим Шейхзянов третью шайбу забрасывает и делает хэт-трик в сегодняшнем матче. Но, кстати, во вчерашней последней встрече ребята тоже, именно Карим Шейхзянов тоже сделал хэт-трик. Уже 7 шайб на его счету. Практически по этим показателям он догоняет Анохина Дениса. Да, конечно, чумачечий мы с вами наблюдаем матч. Зрители, которые пришли этим солнечным днем, нисколько не пожалели, что уделили внимание этому хоккею, этому матчу, и получают огромное удовольствие от того, что там сейчас здесь происходит. Опасно сейчас было очень у ворот. Там снова Шейхзянов Карим практически с нулевого угла бросал по воротам в надежде на то, что от вратаря отскочит в ворота. Посмотрите, как он бросал.
И там на пятаке постарались побороться ишталевские ребята, но нет. Анохин Денис в том числе поборолся там как защитник и не дал такой возможности. Ну что ж, продолжают сейчас забрасывать шайбы игроки Иштали. Немножко обескуражены сейчас игроки Легиона. Посмотрите, дали возможность здесь сейчас на пятаке играть. Только каким образом там получилось забросить эту шайбу? Матвей Кочуров забросил эту шайбу лежа на льду. Очень интересно, как это получилось. Ну что ж, Тюменский Легион во втором периоде на 8-й минуте взяла 30-секундный тайм-аут, как раз таки, чтобы сейчас порывы ишталевцев немножко поубавить, но и хочу отметить, что у команды Ишталь произошла замена вратаря, и на вторую половину встречи встал Шабалин Макар. У команды Тюменский Легион пока что без изменений. В воротах Васильев Константин. Но это абсолютно верно, когда одна команда на таком большом воодушевлении движется вперед, забрасывает две шайбы практически с небольшой разницей. Конечно, здесь нужно взять небольшую паузу, небольшой тайм-аут. Ну, во-первых, чтобы самим успокоиться и немножечко, чтобы поутих пыл у той команды, которая сейчас впереди. Ну вот сейчас игроки Легиона в атаке. Прекрасно понимает, что им нужно стараться во что бы то ни стало снова отыгрывать две шайбы. Вот там неплохо там сейчас игроки команды Ишталь разыграли эту шайбу, бросили по воротам, и Васильев на месте. Как шли по этой турнирной таблице обе команды? Команда Ишталь до этого матча победила во всех играх. Команду Нефтехимик со счетом 3-2, со счетом 5-3 Челны победили, со счетом 6-3 команду Сокол и команду Молот со счетом 6-5. Команда Тюменский Легион к этой встрече проиграла лишь единожды команде Нефтехимик со счетом 2-4. Далее только лишь побеждали с крупным счетом. 12-2 победили Челны, далее 9-1 Сокол и 13-1 Молот. Сейчас еще один был опасный момент у ворот Легиона. Наращивают определенное преимущество сейчас игроки Иштали. 9 минут позади. И сейчас пытаются затолкать эту шайбу игроки Легиона. И небольшие тут обнимашечки сейчас проходят у нас между двумя командами. Давайте посмотрим еще раз этот эпизод. Набрасывают туда на пятак. И там уже Денис Анохин готовый забросить шайбу. Но даже несмотря на то, что она побывала в сетке, до этого матч был остановлен.
Ну что ж, Тюменский легион еще и ко всему прочему зарабатывает 1 минуту штрафа. 15 номер это у команды легиона. Бочаров Артем. И очередное большинство для команды Иштали. Очень опасно они сейчас атакуют и покидают шайбу в зону игроков легиона. И теперь вся игра перемещается в зону Иштали. Но здесь вот тоже не по правилам сейчас остановили 13 номера Бусыгина Ярослава. Там Мамаев там был 51 номер. И ему сказали: давай-ка, дружок, езжай-ка ты на скамейку штрафников. Но он при этом получил небольшое повреждение, и поэтому, скорее всего, наверное, штрафное время будет отсиживать кто-то другой. Да, вбрасывание сейчас в зоне игроков Иштали мы с вами наблюдаем. За неправильную атаку игрока Мамаев наказан, 51 номер, но сейчас вместо него пойдет отбывать этот штраф другой игрок. На 77 номер это пошел Апаков Тимофей, потому что получил, да, небольшое, говорю, еще раз повреждение. Поэтому пожелаем здоровья Ивану, чтобы он смог выйти еще раз на площадку. 10 минут позади. Играют в равных составах сейчас обе команды. Очередной бросок по воротам. И уже бросок в сторону ворот команды «Легион». Ну, когда так происходит, когда пытаются бросить по воротам та или другая команда, вот могут такие вот получиться обрывы, перехваты, и уже сразу опасно становится у противоположных ворот. Тем временем Легион играет в полном составе. Через 5 секунд уже выйдет игрок Иштали. И тоже команда Иштали играть будет в полном составе. Счет по-прежнему 4-2. Начинали, первый период заканчивался у нас с вами со счетом 2-0. Потом быстро все так поменялось. Счет стал у нас 2-2. Еще один опасный момент. Достаточно очень быстро забросили 2 шайбы Легион. Там Соловьев и Бочаров постарались. И еще один бросок по воротам в ближний угол. Пытались попасть, но Шабалин Макар все там перекрыл, и поэтому ничего не получилось сделать. Ну вот очередной перехват. Бросок по воротам и гол! Апаков Тимофей становится автором 5-й заброшенной шайбы. Да, отлично поборолся здесь он в этом эпизоде. И как бы ни старался там 13 номер Бусыгин Ярослав каким-то образом помешать этому. И бросил внешней стороной клюшки Тимофей эту шайбу. И таким образом счет становится уже 5-2 в пользу команды Ишталь. Ну что ж, Легион нужно сейчас каким-то образом искать в себе резервы для того, чтобы... Как, например, сейчас, ух ты! Уже из пустых ворот сейчас выносили эту шайбу игроки Иштали. Да, Легион сейчас активизировался. Да вообще, в принципе, вся игра сейчас на одном дыхании просто проходит. Чувствуется определенный нерв этой игры. И я думаю, что он не будет отпускать нас до конца этого матча.
Ну что ж, еще одна атака. Эх ты, махнул сейчас мимо шайбы Боровиков Артем. Там уже перехватывают Легион. Смотрят глазами партнера, кому отдать эту шайбу. Бросок по воротам. И что там, Васильев в очередной раз. Но пыталась там сейчас у нас Чеснокова Злата бросить по воротам, но ее оттеснили. Не, девчонки еще у нас не забрасывали сегодня на этом турнире, хотя команда Ишталь представлена двумя девушками: Чазова Анна и Чеснокова Злата. Ну что ж, очередная контратака сейчас может получиться в исполнении Иштали. Пытается туда на пятачок сразу доставить эту шайбу, но нет, попадают они в клюшку игроков Легиона. И таким образом еще одна шайба сейчас влетает. И таким образом счет становится уже 6-2. Вот такую закидушку получилось сделать, и, ко всему прочему, не удалось там защитникам ее, вот Колосову 88-му номеру, ее переправить от себя подальше от ворот. И Карим Шейкзянов сегодня просто неудержим и делает покер. Номер 69 Кирилл Иванов сейчас встает в ворота команды Тюменский Легион. Постараются сейчас во что бы то ни стало что-то изменить в этой встрече, потому что 6-2 это достаточно прилично уже для этого матча. И, соответственно, 4 шайбы будет очень сложно отыграть. Но вот сейчас были как раз таки попытки, и снова там участвовал Анохин Денис у команды Легион. И все, на этом заканчивается у нас с вами второй период. 6-2. Вот это да, дорогие друзья. Что ж, ждем с нетерпением третий период. Ну а пока посмотрим повтор самых лучших моментов, заброшенные голы. И ждем третий период.
Ну что ж, стартовал у нас третий заключительный период. Как говорится, погнали, посмотрим, как будут развиваться события в этом третьем заключительном периоде. Но я думаю, что очень круто, на самом деле, то, что мы с вами сегодня видим. И снова в атаке игроки Иштали, бросок поворотом. И что там? Нет, не заканчивается абсолютно ничем этот эпизод. Да, ну что ж, вот так вот. 6 голов мы с вами увидели во втором периоде. 2-0 так закончился первый период в пользу команды Ишталь. Затем сравняли счет Легион, стал счет 2-2. И 4 шайбы затем еще настреляли ижевская команда. И надо отметить, что из 6 заброшенных шайб покер на счету Шейхзянова Карима под номером 30. Еще отличились Кочеров Матвей и Торхов Всеволод. У команды Тюменский Легион отличились 2 игрока, Соловьев Леонид и Бочаров Артем. Но я думаю, что еще шанс обязательно должен представиться и у Нохина Дениса. Также как у одного из самых главных забивал у команды Легиона. Но несмотря на то, что выступает очень грозная команда, команда Легион, команда Ишталь смогла найти подступы к этой команде и практически пал бастион. Но посмотрим, еще целый период впереди. И может абсолютно все измениться. Ну вот поднята рука сейчас у судьи, и, соответственно, будет удаление у команды Ишталь. Здесь пытаются взаимодействовать между собой 2 игрока. Там Сидоров и Анохин. Там же и Гребенюк. И за подножку сейчас будет удален игрок Ишталь на 1 минуту. Да, Северюхин Николай остановил недозволенным способом игрока Легиона, который был уже готов убежать на рандеву с вратарем. Поэтому команда Ишталь сейчас будет играть в меньшинстве. Напомню, что у команды Ишталь в воротах Шабалин Макар, у команды Тюменский Регион Иванов Кирилл. Еще один бросок, очень опасный бросок, был в исполнении Легиона. Пытаются они сейчас во что бы то ни стало сократить отставание. Вот еще один такой могучий замах 15-го номера Артема Бочарова, но пока что вратарь безупречен. Легион снова в атаке, пытаются сейчас организовать они ее у подступах команды Ишталь. Неплохо получилось там повзаимодействовать со своими партнерами. Еще один бросок от 19-го номера желтоножка Назара. И такие парашютики, такие достаточно очень опасные бывают, когда такой парашютик летит, можно подставить клюшку и подправить эту шайбу в ворота. Ну и либо просто, кстати, нужно отметить, что нет
вратаря у команды «Легион». Пытались они воспользоваться тем, что было удаление у Ижтали, и продолжают ворота в неприкосновенности пока находиться. У команды «Легиона» нет вратаря до сих пор. И 6-4 они играли на ту самую минуту. Еще один бросок. И в одном, кстати, из прошедших эпизодов попали они прямо в штангу. И теперь удаление будет у команды «Легион». Панасенко, там 10-й номер, Никита, уходит на минуту. Ну, в принципе, «Легион», кстати, очень частенько в тех матчах, где он вел с крупным счетом, они в третьем периоде практиковали это большинство, даже несмотря на то, что был достаточно для них комфортный счет. Они снимали вратаря и пытались одного игрока разыграть. Но пока что в одном эпизоде у них это получилось сделать, забросить шайбу. Здесь, в этой встрече, пока что у них это не получается. Еще 30 секунд будет Ижталь в меньшинстве. Вся борьба здесь прямо на синей линии. Перемещается теперь уже игра непосредственно в зону игроков «Легиона». Будет первым на шайбе игрок Ижтали. Очередной бросок. Пытается подправить туда, затолкать эту шайбу, но пока что не получается. В целом обе команды смотрятся неплохо. Продолжает атаковать «Легион». Ко всему прочему еще, да, тут было очень опасно. «Легион» играет уже в полном составе. Ну, в принципе, да, им уже на исходе 6-й минуты терять нечего. И, может быть, даже в каких-то эпизодах будут они снимать вратаря для того, чтобы искать счастье у ворот Шабалина Макара. Еще один опасный момент у ворот Иванова Кирилла. Теперь там уже 77-й номер Соловьев Леонид. Взаимодействует он вместе со своим партнером Сидоровым Владимиром. Положение вне игры зафиксировано у нас сейчас в этом матче. Розыгрыш здесь в средней зоне. И встречает сейчас игрок «Легиона» игрока Ижтали. Там был 23-й номер у Ижтали, Бояринцев Илья. Но все равно продолжает атаковать сейчас Ижтали. Пытаются протиснуть эту шайбу между ног у «Легиона». Очередной бросок. Ну вот нужно как раз фиксировать сейчас эту шайбу Иванову Кириллу для того, чтобы увести опасность и снизить накал страстей у его ворот. В атаке команда «Легион». Тут же набрасывают на ворота. И это лишь для Макара Шабалина разминочка была. Ну, практически половина встречи. Именно половина третьего периода позади. Ну, первыми на шайбе будут игроки «Легиона». Здесь нужно обязательно сейчас
аккуратно сыграть в своей защите. Подключаются болельщики, гонят вперед свою команду, сразу же бросают по воротам. Пустые ворота ведь у нас сейчас с вами. Проброс там и был, и вбрасывание в зоне игроков Иштали. Да, по-прежнему у нас пустые ворота, и сейчас по максимуму стараются использовать этот эпизод игроки Легиона, разыгрывать лишнего игрока. Тут самое главное выиграть сейчас вбрасывание, что они и делают, и будут сейчас же стараться набрасывать туда на ворота. Получил сейчас пас 15-й номер Бочаров. Он же сейчас был с этой шайбой. И еще один бросок по воротам. И рядышком там с правой штангой пролетело. И очередной проброс. И будет сейчас снова вбрасывание в зоне игроков Иштали. Ну что ж, пока пытаются пристреливаться. Один из таких моментов тогда с нефтехимиком команда Ишталь забросила от своей зоны пустые ворота. Но вот пока что не получается у них это сделать, но пытаются там сейчас Легион организовать и использовать одного лишнего игрока. Бочаров там борется с игроками Иштали. Еще один бросок по воротам. Теряется шайба, пытаются сейчас доехать до ворот. И все, побежали теперь вперед игроки Легиона. Очередной перехват. И нужно туда уже 77-му номеру Соловьеву Леониду бросить. И докатится до ворот. И гол! Ишталь забрасывает 7-ю шайбу. Давайте посмотрим, что там было. Да, получил здесь как раз-таки Соловьев эту шайбу, но очередной перехват. И что? Как раз-таки Шейхзянов Карим и забрасывает 7-ю шайбу. И это уже 5-я шайба на его счету. И 9-я на этом турнире. Но получил там сейчас небольшое повреждение игрок команды Ишталь. Сам встал, и приветствуют его сейчас трибуны и игроки. Доедет он сам, но рядышком уже находятся непосредственно партнеры, которые готовы ему помочь. 7-2. Если матч так и закончится, то ничего не поменяется в турнирной таблице. Ишталь так и останется на первом месте со 100% результатом. Нефтехимик останется на втором месте, а Тюменский Легион на третьем месте. На данный момент к этой встрече, что у Ишталя, что у Нефтехимика, по 20 заброшенных шайб. И все равно они не смогут догнать Тюменский Легион, потому что на данный момент у Тюменского Легиона 36 заброшенных шайб именно к этой встрече. Так что команда Легион самая забивная команда на этом турнире. Ну и ей принадлежат и самые крупные счета в отдельно взятых матчах.
Ну что ж, у нас первое удаление у представительницы прекрасного пола Злата Чеснокова за подножечку. Будет сейчас отбывать штраф в 1 минуту. Но вот пока что девчонкам не удавалось забросить шайбу на предыдущих матчах, но зато вот отличились в этом компоненте. Не удалось выбросить эту шайбу из-за пределов своей зоны игрокам Легиона. По-прежнему нету вратаря сейчас у команды из Тюмени. 6-4 сейчас играют игроки. Тут, к сожалению, очередная потеря. И будет бросок по воротам или нет, не будет. Ну, тут Шейхзянов Карим решил, что не будет он уже забрасывать шестую шайбу. Решил поделиться со своим партнером. Но там идет вся борьба как раз-таки за воротами у левого борта. Пытаются ее выцарапать. А время-то неумолимо бежит вперед. И все меньше и меньше времени остается до выхода пятого полевого игрока. Но только сейчас это удается. Быстренько туда выбрасывают вперед. И она уже снова в зоне игроков Иштали. Там снова Какой гол мы сейчас с вами увидели в исполнении Легиона. Соловьев Леонид там поучаствовал в этой шайбе. Вот здесь он ее подхватил и с размаху просто-напросто вколотил сейчас 93-й номер Сидоров Владимир. И таким образом счет становится уже 7-3 в пользу команды Ишталь. Ну, тем не менее, осталось играть уже 4,5 минуты. И Легиону нужно еще забрасывать 4 шайбы, практически по шайбе каждую минуту. Снова Шейхзянов. Показался бы это игровым эпизодом, но нет. Будет удаление сейчас у команды Ишталь. Нет, я оказался неправ. И игрок команды Легион отправляется сейчас на 1-минутный штраф. Малышев Семен под номером 27 наказан малым скамеечным штрафом. Но подсказывает, что нужно работать ногами, чтобы успеть за этой шайбой. Очередной перехват. Здесь просто борьба идет за эту шайбу. Ну да, много сил сегодня точно потратили ребята обеих команд. Еще один бросок. И уже Васильев Константин ловит в ловушку эту шайбу. Продолжают контролировать эту шайбу игроки Иштали. Сейчас закончится время меньшинства для команды Легион. И уже играют они в полном составе. Тут как раз таки и перехватывает эту шайбу 27 номер Малышев. Теперь уже при помощи Бочарова Артема устремляются они вперед. Еще один бросок по воротам очень опасный был.
Но, к сожалению, не попадают ребята из Тюмени по воротам. Еще один момент. Ну, старается там Панасенко сейчас изо всех сил, но очередной перехват, и теперь уже шайба здесь в средней зоне. Но перехватывают здесь уже и Легион, снова Бочаров. Неплохо он там обыгрывает игроков из Штали. И попробует сейчас добраться и бросить даже поворотом получилось у игроков из Штали. И 2 минуты сейчас остается у нас. Вот тут, к сожалению, махнул мимо клюшки игрок Тюмени. И 8-й номер Утешов Климент успел таки доехать до этой шайбы и бросить поворотом. Полторы минуты. Счет по-прежнему 7-3. Смогли в третьем периоде забросить команду Легион. Но пока что этого недостаточно, чтобы достать команду Ишталь. Пошла последняя минута этой встречи. Ну и, наверное, можно уже с уверенностью сказать, что 4 шайбы, к сожалению, не получится отыграть уже у команды Легион. И мы поздравляем команду Ишталь с победой в этом турнире. За 3 года, что существует этот турнир, давайте посмотрим, чем закончится этот прорыв. И... Нет, к сожалению, не получается ничего сделать. Можно было бы дать возможность, конечно же, Чесноковой Свате забросить эту шайбу, но нет. И впервые за 3 года то, что существует этот турнир, команда Ишталь планомерно шла к своей победе, и наконец-таки у них удалось сделать это. Им удалось это сделать в этом году. Занимали они 2-е, 3-е место, а теперь и 1-е место. Ну и команда «Нефтехимик» Нижнекамска занимает в этом турнире 2-е место, а команда «Тюменский Легион» останется на 3-м месте. На 4-м месте команда «Челны» из Набережных Челнов, на 5-м месте «Сокол» Новочебоксарск и номер 6. В таблице это «Молот» из Перми. Ну еще и малым штрафом наказан 12-й номер у команды Ишталь, Чеснокова Злата. Снова решила отличиться она. Еще один бросок и гол. Буквально за 5 секунд до окончания этого матча. Давайте еще раз посмотрим. Там в ближнюю девятку сейчас зарядили игроки Легиона. Давайте посмотрим. Бам! 93-й номер. Сидоров Владимир. Ну и 5 секунд. Я думаю, что все уже в предвкушении. Я думаю, что сейчас полетит все на лед. Каски, клюшки, перчатки. И все, дорогие друзья, на этом обладателями золотых медалей и кубка становится команда хоккейного клуба Ишталь. Ну что ж, номер 69 Кирилл Иванов становится лучшим игроком этого матча у команды Тюменский Легион. Богдан Шомполов становится лучшим игроком у команды Ишталь. Обладателями серебряных медалей и кубка становится команда «Нефтехимик» Нижнекамска номер. И
Бронзовые медали зарабатывает команда Тюменский легион, город Тюмень. Ну, сейчас еще дополнительно мы индивидуальные призы с вами раздадим.